Привет всем болельщикам Virtus.pro и неравнодушным киберспорту. Сегодня особенное видео. Киберспортивный сезон окончен, и пришло время подвести итоги этого года. Мы пообщаемся с игроками нашими и узнаем, что получилось, что нет, какие у нас планы на следующий сезон. Ответим на те вопросы, которые вы прислали нам в социальных сетях, и лучшие вопросы получат подарки от нас и наших партнеров. Друзья, Новый год — это время чудес и добрых дел. Наш клуб всегда с радостью поддерживает хорошие идеи о том, как помочь другим. И сегодня я и все наши игроки одеты в специальную одежду с доброшрифтом. В описании к этому видео вы найдете ссылку, по которой вы сможете приобрести этот товар, и все деньги пойдут на помощь детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Первый, с кем мы сегодня пообщаемся, это капитан команды Counter-Strike Go Джейм. Привет, Джей. Привет. Я тебе сразу говорю, мы с тобой в «Кавалках правды», говорим только правду и ничего кроме правды. Давай по-честному поговорим, что в этом сезоне понравилось, не понравилось, как ты сам оцениваешь этот результат? Понравилось, не понравилось, там много было моментов, это год все-таки, много турниров. В целом результат, ни рыба, ни мясо, не такой, чтобы прям хороший, но не такой, чтобы прям плохой. Относительно Na'Vi, Gambit, Vitality, наверное, плохой. Но Vitality я еще не уверен, они все-таки развалились и тоже, смотря что от нас ждут. Относительно других команд, наверное, нормально, на их уровне, но не то, зачем мы тут, не то, зачем мы тренируемся. Что бы для тебя было мерилом хорошего результата, где ты мог бы спокойно утром проснуться и сказать: «Хух, вот сейчас я сделал все хорошо, я доволен, могу пару дней отдохнуть». При том, что я знаю, что ты плохо отдыхаешь, потому что ты всегда заряжен на тренировки и игру, в этом нет ничего плохого, но что для тебя является внутренним стандартом хорошего результата? Я не знаю, потому что мы всегда играем турниры, это всегда какая-то гонка, ты выходишь на новый уровень, считаешь, что тебе этого недостаточно, поэтому даже когда ты выиграешь там какой-нибудь мажор, либо еще что-то, я не думаю, что... либо будет опустошение, это не будет такое, что вот, я чего-то достиг, нормально, 2 дня передохнул. Либо это будет опустошение, потому что ты к этому шел, либо это будет то же самое, как и до этого, ты просто поставишь себе другую цель, то есть там, например, 2 мажора, либо там Air, либо IM Global, но, скорее всего, это будет опустошение, потому что слишком долго ты шел, не выиграл ничего и все. Ты бы себе какую цель поставил? Себе лично, команде на следующий год? Я своими ожиданиями тоже поделюсь. Я не знаю. То есть тут 2 цели. Либо ты стабильно в топе, полуфиналы, там где-то какие-то выигрываешь, либо ты выигрываешь крупный чемпионат, например, один, и потом ты скатываешься, делаешь замену, опять выигрываешь. Я сам для себя не знаю, что лучше, да, на дистанции, и деньги ли от всех турниров, либо там мимолетная слава. В целом хочется, конечно, все выигрывать и иметь и деньги, и постоянно доминировать, но непонятно. Я поделюсь мнением с своей стороны, потому что я за эти 2 года Virtus.pro по-разному смотрел на результаты. То есть когда-то для меня, наверное, большим мерилом был HLTV рейтинг, и он таким остается. Но в этом году действительно большая доминация СНГ команд, и поэтому ты начинаешь смотреть на это немножко иначе. Я даже выгрузил статистику прошлых лет и сравнил. Среднее место в 2019 году в составе Авангарда. Какой HLTV, ты думаешь, было? Сейчас скажу. Может быть, среднее по последней 20, неделе. Что-нибудь такое, 20 может. Где-то 20-15, что-нибудь в том районе. Супер близко было. Там по-разному можно считать. Я брал сумму всех недель, но брал только последнюю неделю, по которой мы считаем рейтинг. Среднее место было 16,5. В 2020 году это было 20 место. И в этом году у нас среднее, по-моему, 6,9. То есть, если брать вакуумный HLTV рейтинг по сравнению, что с 2019-2020, мы, очевидно, выросли. Но потом ты добавляешь историю, сколько у тебя было фактических побед и сколько ты выиграл призовых денег. И выходишь, что в этом году призовых в КС мы выиграли на уровне с 2019. Потому что в этом году и не было флешпоинта, да, который мы закрыли в прошлом году. Это была история Золушки через открытые квалификации, забираем флешпоинт, восстанавливаемся. Но побед в этом году мы выиграли, мне кажется, 2 турнира. У нас был Summit. 1. И Lootbet, нет, 2. Summit в начале года и условный Lootbet
то есть 2 победы. И когда ты сравниваешь с конкурентами, опять же мы берем, это глупо не говорить про них, да, это Na'Vi и Gambit, у них и рейтинг, и количество побед. Я для себя говорю, что, наверное, будучи болельщиком, для меня важно видеть, чтобы команда побеждала. Даже если я буду стабильно весь год топ-2, то получается, я не смогу ощутить вот эту радость победы, скажу, блин, мы классно играем стабильно всегда. Но у игроков, наверное, не будет этой уверенности, потому что каждый раз ты заходишь в гранд-финал, а ты 5 раз был вторым, может быть, ты опять будешь там вторым. Поэтому, если бы я говорил про следующий год, я бы, наверное, от нас ожидал. И с учетом того, что пришел Женек, я знаю, что вы разделили подход, то есть ты Жека, он Женя, правильно? Ну, типа, Ну, по крайней мере, это то, что мне ребята говорили. Мои бы ожидания были следующие. Я бы, наверное, ждал, что мы в среднем по году будем, наверное, топ-5. Опять же, за то, что пришел Женя. Второе, минимум 4 победы в году. То есть по одной в квартал я хочу увидеть номер 1. А с точки зрения мерила, именно супер результата, я бы взял, наверное, Grand Slam, серию Grand Slam, которая абсолютно правильная, да. Престижный турнир, большие деньги, сильные команды и, наверное, выход в плей-офф, топ-2 где-то победа, это то, к чему надо стремиться. Вопрос, что нужно, чтобы это сделать? ну, первое, что мы сделаем, это мы поедем на буткэмп. То есть, как бы мы не закрывали на это глаза, но у нас не было возможности даже в прошлом это сделать. Но сейчас это появилась возможность, и это, наверное, сильно сыграет. Там будут все условия для того, чтобы мы развивались. Мы изменили не так уж много, но из-за того, что новый игрок приходит со своим темпераментом, характером, тебе все равно надо будет подстраиваться, переделывать твою игру, чтобы всем было комфортно. Но, с другой стороны, надо и чтобы всем было комфортно, и это давало результаты. Мы начнем... Не знаю, там много работы, много вещей, которые надо проверить, пересмотреть, добавить, сузить, отработать. И поэтому у нас будет перерыв. Не перерыв, а около 3-4 недель. Такого у нас не было давно. То есть перед флешпоинтом, только если это было, да, но тоже будет проблема того, что у нас пропадет там какой-то турнирный опыт и, может быть, расфокусировка на первые турниры. Но опять же, это все в голове, и ты сказал, там, я бы хотел, чтобы мы стремились к Гранд-слэму и так далее. Мы стремимся к этому. Все стремятся у нас в команде, и я думаю, что это перманентное состояние. Просто не всегда все будет от нас зависеть. На самом деле, всегда надо знать, что это игра, спорт, и все тут не складывается как суммарно. В конце, может быть, не будет результата, должно нам и повести, и мы сами должны поверить, и где-то не сдаться, и где-то, например, команда какая-то разваливается, делает замену, где-то Valve приходят, меняют карту, добавляют наш там кэш, кобл, и мы усиляемся этим. То есть очень много факторов, за счет которых будет строиться победа. Вот, посмотрим на все эти игры, которые играют Gambit, Na'Vi. Да, они выиграют на дистанции, это шикарный результат, но все эти игры очень близкие на тоненького, где в любой момент переворот. И опять же, когда команду ломают, она еще, то есть один раз кому-то стоит из них ошибиться, все, то есть там тоже надо будет заново все это делать. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит. Как всегда, сейчас у нас есть условия, если не получится, то там уже я не знаю, что нам поможет, если уже, но должно получиться. Я тебе скажу, я общался с Дастаном, и мы с тобой общались до того, как Женя пришел. Мнение Дастана было очень простое. Он говорит, я считаю, что сейчас это лучшая команда, которую я мог бы собрать. То есть если бы я перебирал всех игроков с учетом там определенной химии, того, как они относятся к игре, взаимодействия с другими людьми, насколько развит их игровой интеллект, я вряд ли собрал бы команду сильнее. И многие игроки в нашем составе, коль мы говорим про наш состав, очевидно, могли бы играть еще лучше при определенных факторах. То есть есть праймовый, назовем так, праймовый бустер, когда он невероятно силен. Леша играет на лане совсем иначе, чем на онлайне. Я помню, когда я был на мажоре, кто-то его спросил, слушай, а почему ты не нервничаешь? Он говорит, так это же игра, со мной ничего не произойдет, поэтому я не нервничаю, я заряжен, я больше привык к офлайнам, да. Я думаю, что в следующем году у нас ланов будет больше, поэтому это уже должно быть вроде как наше поле битвы. С другой стороны, у нас и не было много ланов в составе Virtus.pro, и в Авангаре у вас было сколько ланов? 2-3? Ланов-то было много, плей-оффов было мало. Плей-оффов Хорошо. было 2, крупных, Blast и Мажор.
И Blast я не считаю это как плей-офф, там ты уже играешь как в плей-оффе изначально BO1. То есть банально это только мажор, все остальное это были дримхаки, какие-то турики, которые собирают там 100 тысяч призовой, и тебя просто сразу инвадят, ты играешь там сразу плюс-минус на сцене. И вот только в этом году мы выходим стабильно в плей-оффы. Да, то есть это нас, опять же, оправдывает, но не хочется оправдываться, но потому что есть люди, которые и без этого опыта даже играют сейчас на высшем уровне. Но это тоже то, что нам надо прокачивать. Какая у нас сейчас самая сильная карта? Инферно или Оверпас? Или, может быть, Конкретно уже Ancient? вот Да, сейчас вот именно сейчас. это невозможно определить, потому что в нашей команде той карте, которой мы уделяем больше всего времени, она становится сильной. Очень расплывчато. Ладно, ты бы что сейчас пикал, если бы ты играл BO1? Против кого? Против Гамбит. Даст 2. Но мы против них Даст пикнули в прошлый раз. А против Нави? Против Нави, Инферно. Но с учетом того, что у нас будет время поиграть эту карту. То есть тут не было... В КСе 6 карт, там очень много информации. Ну, тяжело все это помнить и заходить там с перерывом, тем более в 2 недели сейчас, да, который у нас перерыв, и играть эту карту так, как будто ты ее тренировал, типа... Ну да, ты должен заново. Мы должны сыграть 3... Вот мы играем 3 недели, мы полностью эту карту перезагружаем, и потом уже делаем там упор на какую-то карту, которую мы хотим пикать, либо играть, где-то мы там обманываем, что мы там какой-то пикаем, какой-то не пикаем, и вот так мы поступаем. Вот так вот, чтобы 6 прям мы супер идеально играли, такого нет, но мы делаем упор, и вот от упора все зависит. Но есть такие команды, которые играют идеально 6? Или Нет. на высоком уровне? Всегда есть команда, и всегда есть карта, которую ты можешь против них пикнуть, ты знаешь, у тебя повышенный шанс. А когда сталкивается такое, что твоя сильная карта, их слабая, то там уже тоже. А есть команды, против которых ты не знаешь, что пикнуть, потому что все твои карты ты пикаешь, они сильно заходят. Смотри, по тренировке понял по картам. Бытует мнение, всезнающий интернет и люди, понимающие в Counter-Strike, говорят, что у нас немножко устарелая стратегия. Что наши определенные там, решения на карте, они из старых годов. И там, условно, вот у Нави все четко, правильная стратегия. Там, у Гамбит. Как ты оцениваешь именно наш игровой стиль? Потому что я помню, здесь есть тоже ремарка, мы с тобой это обсуждали. Ты мне говорил следующее, что Гамбит играет плюс-минус такой же КС, как играет Virtus.pro, который играл Авангар. Просто на индивидуальном уровне исполнение там, в каких-то вещах лучше. У Нави есть сильный дефолт, который они просто очень хорошо отыгрывают. Дай тут немножечко информации по игровому стилю, потому что это вещь, мы которая сейчас говорим интересна чисто об атаке, правильно? Потому что, ну, Давай. КС делится на дефенс и атаку. Давай начнем начнем. Да, и в дефенсе в целом все команды это все играют и одинаково, и по-разному, потому что все в руках каждого игрока на его позиции, да, то есть за дефенс, там, решение устаревшее, вряд ли это относится, ну, к дефенсу, да, то есть уже 50% нашей игры, он отметается. Атака. Мы убираем пистолетку сразу, да, убираем там антифорсы, потому что, ну, это 100% на сметовый, да, остается тоже, ну, раундов 10 пусть будет, которые в игре, и они типа не в мете. Я считаю, что вот почему там Нави выигрывают и Гамбит выигрывают. Во-первых, это сильная индивидуальная команда, и где-то нам не хватало индивидуально, ну, просто скилла. Где там человек может дать инсейн, мы в какой-то момент не могли этого сделать. Сейчас у нас этого достаточно, и я думаю, сейчас мы на уровне этих команд по индивидуалке. Второе — это там, подготовка команд. Это тоже очень сильно зависит. Почему команда одна выигрывает, а другая не выигрывает? Потому что одна команда знает, как против этой команды играть, и она готовится. И уже идет либо там коллективный разбор соперников, и когда у тебя в команде каждый человек знает, как играть, ты используешь все минусы их там, обороны, чтобы их наказать. И тут уже либо у тебя с фри-ролл игра, где каждый на своем участке и использует какие-то лазейки, либо переигрывает своего оппонента, и в конце там принимается решение, либо у тебя заранее там подготовленный план. То есть очень много есть всего, что у нас есть, и это все мы разные подходы были. То есть, когда нам говорят, что у нас решения наши устарели, это ну, максимально необъективно. Может быть, какое-то решение там принимается не то, которое принимают Нави и Гамбиты, но это тоже может зависеть от того, что наши игроки, им комфортнее
разыграть ситуацию так, а не так, как это делает Нави Гамбит, из-за каких-либо причин. Потому что лучше ты будешь разыгрывать то, что тебе комфортно, во что ты веришь, чем то, что ты увидел у кого-то, но ты это не наиграл, ты в это не веришь, ты понимаешь, для что тебя у тебя это больше риск. Да. А так, ну, мы следим за всеми командами и стараемся у каждой команды брать лучшее, ну, до сих пор. Ну, это обидно слышать. То есть, ну, я Это понимаю. не интернет говорит. Да, понятно. И в целом это было бы обидно слышать там разбирающего человека какого-нибудь. Но если люди не знают внутренней кухни, да, как бы это банально не звучало, то что они могут сказать вообще о команде, о том, как это строится, как это изнутри выглядит, то, почему эти решения принимаются, ну и другая позиция. Да, может быть устаревший, потому что, но это также может работать. Ну, то есть... Не говорю, что только новое работает. Это, Да, то то есть это я отвечаю на результатом. вопрос. У меня несколько ответов на такие вопросы, и в целом мои ответы, они одновременно могут быть правы, и я уже отвечаю заранее на человек мне отвечает, да, но все равно это все, я считаю, это старье. Я ему отвечаю уже по-другому. То есть, но это все равно может работать, и это старье для тебя. Для нас это не старье, потому что мы взяли старье, адаптировали его, уже это сверхновые мувы, которые мы делаем, просто ты еще не понял, что мы их переработали и почему мы их делаем. Вот такой. Главное, что ты уверен. Потому что без уверенности прогресса не бывает. Давай последний мой вопрос и заглянем в шапку и достанем оттуда вопросы наших болельщиков. 4-5 штук. Мне просто часто пишут молодые игроки, родители молодых игроков с форматом мне кажется, он много играет, вот сейчас он станет киберспортсменом. Ты как киберспортсмен, вот сколько ты тренируешься в день, ну и сколько команда тренируется, чтобы люди понимали объем, который человек отдает этой профессии, призванию? Тренируюсь я в зависимости от того, на что эта тренировка направлена, в какой период моей игровой карьеры. Да? Если это на турнире, там может чуть меньше, но еще зависит от командной составляющей. Когда пришел Флит, пришлось на турнире тренироваться побольше, чем обычно. Но обычно на турнире ты тренируешься меньше, но ты больше уделяешь времени индивидуальному. Да? То есть и тут разница, там, где-то тебе нужно индивидуально, где-то команда. Давай в часах. В часах, ну, от 5 до 12 периодов. В зависимости... 14-16? Ну, я играл, но это потому что конкретно в этот момент их очень мало бывает за карьеру, надо было так сделать. Но в целом, от 5 до 12, и возьмем среднее, ну пусть будет 9. 9 комфортно? Да. Ну, чтобы расти, я имею в виду, играть на высоком уровне. Ну, чтобы расти, но ты будешь расти, может, 5 лет, 7 лет. А если ты хочешь в быстром темпе вырасти, то, играй по 15 часов. Остальное спи и ешь. Да, и желательно спортом еще заниматься, пока игру ищешь на физике. Друзья, у нас с вами есть необычный носок, в котором есть вопросы от наших болельщиков. Жека, тебе нужно вытянуть 5 вопросов, прочитать их, ответить, а потом выбрать те, которые тебе понравились, и мы им подарим подарки от наших партнеров. Из 5 выбрать сколько надо будет потом? Один мы отправим в супер носок, это гранд-финал вопросов. Еще давай 2, кому мы подарим подарки. Мне зачитывать. Вытаскивай, зачитывай. Да, вытаскивай и зачитывай. Да. Так. АЦК, нижний слэш, ПВЛ. Твой тиммейт очень скилловый, но вы не ладите. Либо более-менее скилловый, и вы с ним отлично ладите. Короче, вопрос такой. Либо твой тиммейт скилловый, токсик, либо он дружелюбный, но менее скилловый. Ты кого выберешь? Я, смотря в каком начале карьеры остаюсь, да, если я только сформирую какую-то команду, то, наверное, я выберу токсика сильного. Хотя, с другой стороны, я бы выбрал лучше дружелюбного, на его фоне был бы токсиком. Перерос бы эту команду, меня за счет того, что у меня стата большая, позвали бы в верхний дивизион, там бы я уже стал дружелюбным, и там уже придется терпеть токсиков, которые в других командах. Мне нравится твой подход. Он хороший. Ты так делал? Я был дружелюбным. Я в 2 командах играл за 500 лет. Так, ладно. Куда так. мне тут? Давай на стол. Теперь вы знаете, как надо в киберспорте карьеру строить. Илья, нижний слэш 012. Учитывая новый состав, новую огневую мощь, будут ли новые заготовки по плейстайлу к будущему сезону или хорошо проверено старое, лучше новое? Ну, на этот вопрос мы косвенно уже ответили. В целом всегда развивается мета, видение,
от турнира к турниру, может, это незаметно, потому что карта Dust 2, ей 15-20 лет, и на ней, в принципе, для обычного зрителя ничего нового не меняется, ну, ничего нового не происходит, но для про-игрока там меняются микродействия, макродействия, ветки всякие и так далее. Следующий вопрос. Kim.Пушкарев. Джейм, думаю, тебе будет интересно ответить на данный вопрос. Итак, что такое Джейм Тайм? Зависит все от того, когда его пишут. Когда я сейвлю, его пишут, потому что я сейвлю. Когда я клатчу, его пишут, потому что я клатчу. Но я склоняюсь ближе к тому, что когда я сейвлю, да, то есть это более популярно. Но ты мне больше с клатчами ассоциируешься. Я тебе так скажу. В какой-то момент, ну, я же много матчей смотрю. Я такой, во-во, Джейм Тайм. Потом ты сейвишь, Джейм Тайм, я такой в Google захожу. Такие, это когда он сейвит. Я говорю, для меня, Жека, когда он убивает. Ну, хорош. Но он ближе к сейву, на самом деле, потому что мем появился изначально из-за этого. Потом пришлось всем доказать, что и на мажоре, что и, да, там и другие таймы есть, поэтому. Depetaf.rf. Самый запоминающийся матч и почему именно он запомнился вам за весь год? У меня есть ответ. Так. Пусть будет Heroic Inferno, мажор, проиграли. Почему? Потому что проиграли. Почему? Потому что антифорс проиграли, с АВП стоял на зелень, не попал. Все. Вот где ставка не зашла. Из-за чего? А ты играешь, что поделать. Мой вариант был, наверное, не такой интересный, но мне понравился камбэк на Дасте, когда вы сделали исторический. Это был мой матч любимый. А это в этом году? Да, это было в этом году. Но время просто быстро летит. Следующий вопрос я уже вытащил. Морис, Ники Шлэш, интро. Как и с кем будешь отмечать Новый год? Я буду отмечать Новый год с мамой, бабушкой, с семьей в Новороссийске. В целом я отмечал все 22 года, я отмечал дома с родителями. И только 1 год и мы готовились к мажору в «Авангард» на буткемпе в Киеве. Хорошо. Так. Кто тебе больше всего понравился? Давай так, кого отправляем в супер шапку, в супер носок? Пусть будет, где я буду отмечать Новый год. Хорошо. Это вот этот был? Скорее всего. Да, это мы отправляем в супер носок. Так, какие еще 2 подарка? Давай. Кто тебе еще понравился, мы им подарим памятные подарки. Так, про мету и новое сразу нет. Что такое Джейм Тайм тоже нет. Значит, оставляем токсика. Да, оставляем, значит, скилловый и запоминающийся матч. Вот. Хорошо. Итак, 2 лучших вопроса получают подарки от наших партнеров. От Parimatch – это пополнение бонусного счета на 1000 рублей в эквиваленте вашего региона. От Сбермаркета сертификат на 1000 рублей. От автомобильного бренда Havail брелоки. Поздравляю, ребят. Токсиков мы тоже поищем, они нам пригодятся. Спасибо, Жек. С наступающим тебя Новым годом. Отдохни, выдохни и ждем начала сезона. Первый турнир у нас в Катовице, поэтому Да. увидимся на буткемпе. Друзья, мы с вами пообщались с капитаном основного состава Counter-Strike Go, но у нас есть еще Virtus.pro Prodigy. И следующий гость нашей студии, если ее так можно назвать, Леша Руфайр. Привет, Леш. Рад тебя видеть. Я тоже. Собственно, ты человек известный в комьюнити, находил талантливых игроков, находишь сейчас. Ты к нам присоединился уже во 2-й версии Virtus.pro Prodigy, потому что в первой у нас, очевидно, не было того результата, который мы хотели показать. Как ты сам оцениваешь сезон сейчас? Расскажи больше про победы, потому что многие иногда оценивают то, что происходит только через призму, например, академической лиги Vplay, но это не единственный турнир, в котором мы играем. Расскажи, как оно вообще находить ребят, как сейчас работает, какие цели ты ставишь для состава на следующий год? На самом деле в СНГ сейчас очень много классных ребят. И в принципе СНГ регион самый топовый в мире. И по молодым, и по топовым командам, и по средним, по всем показателям мы на вершине. Поэтому очень много ребят молодых, которые готовы залетать в топ, разрывать, показывать себя. И мы как раз вот ведем охоту за такими ребятами. А по поводу результатов, результаты, да, не впечатляющие, командные. Но я думаю, в будущем мы покажем себя и покажут ребята себя индивидуально. И мы вырастим классных ребят, которые в будущем покажут себя именно в супер топе. Но пока имеем то, что имеем, работаем и стремимся к лучшему.
Ну вот давай возьмем первую часть твоего ответа. Ты сказал про то, что СНГ он топовый с точки зрения талантов. Я помню, ты мне сам присылал статистику в разбивке Фейсита, количество людей с определенным рейтингом и их рост в течение года. Я даже презентовал эти цифры на спортивном форуме в городе Казани. То есть получается, как бы у нас кузница кадров СНГ, но найти хороший там алмаз, да, или и сделать из него там реального таланта — это большая работа. Вот ты сам как их ищешь? То есть ты открываешь рейтинг Faceit, ты с ними связываешься. На что ты в первую очередь смотришь? На самом деле все очень просто. Примерно так же, как в Доте, как подбирают игроков по ММР, по топ ММР. Также я подбираю по Элла. Ну а дальше уже идут показатели игровые, человеческие и фидбэк о человеке. Ну, то есть где он играл, что он играл, как он играл, с кем, почему, добрый, злой, плохой, хороший, как себя ведет, ну и такие моменты все. Ну и после этого всего уже переходим к тестам, и тест — это самое главное. Если он покажет себя классно на тестах, то он попадает. Ну вот Джейм ранее говорил, что он в различные вариации карьеры где-то выбрал бы более доброго, но не такого сильного игрока, где-то токсика. Для Prodigy ты бы кого подбирал? Я сидел, улыбался, когда он отвечал на этот вопрос, но это вариант, на самом деле, на вкус и цвет, фломастеры разные, кому-то такие ребята, кому-то такие нравятся. Есть команды, в которых много токсиков, и они круто выступают, и есть команды, ну, наоборот. То есть я думаю, это работает от командной химии. Если эти ребята смогут с этим человеком работать и сдружиться, и построить команду, то может быть и токсик. А если эти ребята, ну, он будет их прям душить, так сказать, то ничего не получится в командной игре. А прежде всего стоит, ну, как бы уделять внимание командной игре, потому что если команда не заиграет, вряд ли даже токсик, даже очень жесткий токсик будет выделяться и его куда-то заберут. То есть командные результаты, они тоже важны в карьерном росте для игрока. Но вот смотри, ты же и капитан, и по сути тренер. Ну, то есть у тебя большая роль, в том числе построение команды. Ты диктатор, у тебя тоталитарный режим, тебе никто ничего не может сказать, либо у тебя такое лидерство, ты всех выслушал, отличная идея, давайте вместе поработаем, вы пошли в боулинг, поиграли. Ты жесткий? Да, на самом деле жесткий, иногда, может, даже слишком жесткий бывает. Ребята из-за этого срываются, и кто-то даже может немножко потеряться от этого и словить так называемый, я его называю, синдром школьника. Это когда человек боится сделать ошибку, боясь сделать ошибку, потому что его там критиковать будут, наругают, там еще что-то. И, ну да, я могу назвать себя диктатором, у меня такой стиль капитанства, что либо они делают, как я прошу, либо они не работают, никак. либо они не работают со мной, и все. Поэтому, да, я диктатор. Да, я диктатор. Я просто помню, я читал интервью, по-моему, с Хоббитом, и он говорил, для меня вообще чушь, что есть, в принципе, в киберспорте история, когда есть тренер, и игроки могут не выполнять какие-то задачи тренера. Говорит, у нас никакой демократии нет. Костя говорит, что делать, есть капитан команды, он может высказать свое мнение, но как бы примет его тренер или нет, это уже решение тренера. То есть я думаю, что это ближе к твоему как раз стилю. Да, и на самом деле в этом есть доля правды. Мне кажется, это в идеале должно так и работать, как, например, в профессиональном футболе, когда тренер — это главное лицо команды. В киберспорте, в любых дисциплинах сейчас тренер — это в большинстве случаев не главное лицо, а просто консультант, которого хотят слушают, хотят не слушают и так далее. И это отчасти, ну, меня расстраивает, потому что я бы хотел видеть тренеров, которые управляют командой, которых зависит результат от них. А в большинстве случаев сейчас происходит так, что тренер, он просто как аналитик выглядит. Какой-то говорящая голова. Да, говорящая голова, которую не обязательно слушают, и не обязательно он влияет. То есть в футболе, условно, там, Криштиану Роналду могут там на скамейку посадить, или Месси могут не выпустить в основной состав. В киберспорте такое почти невозможно. Ну, то есть игроки диктуют свои правила, капитан диктует свои правила, звездные игроки диктуют свои правила. И мне кажется, это немножко тормозит, и в будущем, я думаю, все изменится. Леш, ты затронул больную для меня тему, потому что даже через 2 или после 2 лет в киберспорте история с тем, кто является тренером, для меня до сих пор абсурд. У меня вот вопрос. Понятно, это какое-то, может быть, субъективное мнение. Откуда берется или взялась та история, где игроки, при том, что есть профессиональный спорт, и там это не здесь есть вот эта звездность или нежелание делать. Это от безнаказанности, то есть
организация потакает этому, либо тренер изначально ставит себя как человек, который, ну, не авторитет. То есть он как бы выдает мнение, а дальше, или там продукт, а ты с ними готовишь, не готовишь. Вот откуда это берется? Ну, я думаю, это совокупность факторов. Первое, конечно, это, наверное, сфера еще не готова к этому, она слишком молодая. То есть у нас еще так не принято, как в футболе. То есть в футболе, если человек там приходит, он понимает уже, как все работает здесь, правил нет. Поэтому люди делают в большинстве случаев как бы по-своему. Это первый, я считаю, фактор. Второй, да, конечно, тренер должен прийти и поставить себя как «я главный здесь, ребят». А третий момент, это в принципе как бы нет еще тренеров, поколение еще не выросло, чтобы были тренеры как в футболе, которых там опыт огромный и так далее. То есть я думаю, что в будущем все исправится, когда появятся именно тренеры, которые будут с огромным опытом, с огромным уважением, и когда придут эти правила, по которым нужно играть. Потому что пока их просто нет, поэтому люди и страдают вот такими вещами. В общем, ждем и давим на то, чтобы тренер, ну, правильное зерно, да, закладываем внутри. Да, я думаю, это коллектива. просто со временем само наладится, и сам этот процесс, он станет нормальным со временем. Просто нужно немножко киберспорту дать время, все-таки слишком молодой еще вид спорта это, поэтому не все, так сказать, системы налажены. Слушай, ты много видел молодых игроков в своей карьере. Давай возьмем тот же Vplay, Academy League. Мне кажется, это вообще очень интересный проект. Я рад, что он есть. Ты там видел много разных ребят. Кто тебе, например, из Европы приглянулся? Где-то я видел, как первый матч в первом сезоне был очень интересный Аква. Манези не обсуждаю, потому что, мне кажется, он настолько уже известен, что я его просто за кадр. Кто из молодых ребят тебе нравится? Кто по прогрессу, может быть, из команд тебе кажется, ну вот интересной командой? Ну, я всегда любил Непов, Академию Непов. Не знаю, они мне просто нравились, они были симпатичны мне по модели команды, по их результатам, по работе, по взаимодействию друг с другом. Они выглядели как команда. К Маузам я скептически относился, но в последнее время они показывают супер хорошие результаты, они доказали, что я зря скептически к ним отношусь. И очень крутая команда, которая выделяется среди всех остальных прям на 2 головы выше всех. Вот, поэтому Мауза, наверное, а у Маузов Ксертион мне нравится, израильский игрок. Вот я его выделю, он мой любимчик, и все. Вот только его. В Европе другой менталитет, отношение к тренировкам, либо вот и есть разница, потому что если я в доте с кем-то общаюсь, там, условно я общался вчера с Эйвом, он говорит: Сереж, но в доте в СНГ такой менталитет, что люди, ну, не готовы впахивать. То есть либо они не готовы работать много, чтобы свой талант развивать, либо они изначально считают, что они прошли эту игру, им не стоит развиваться. И мне кажется, в Европе все-таки, может быть, чуть-чуть отличается подход. И, ну, и сам по себе ИКС другой. Но вот ты видишь какую-то разницу в том, как тренируют в Европе, как люди общаются в Европе против ребят из СНГ? Есть эта разница? Разница 100% есть, но я не могу сказать объективно, потому что я не взаимодействовал с европейскими ребятами, не работал с ними и так далее, поэтому мне сложно судить. Но очевидно, что мы более горячие, более вспыльчивые и более эмоциональные в этом плане. Но есть одно но. Я не считаю, что мы меньше работаем, или мы халявщики, или мы считаем, что мы прошли там доту или в КС и так далее. Мне очень понравилась последняя фраза в интервью Куроки, где он сказал: СНГ — это сердце доты. Когда он сказал, что в СНГ люди работают, потому что дота — это лучше, чем их обычная жизнь. А в Европе любая обычная профессия, ты можешь зарабатывать и жить лучше, чем в доте. Поэтому у них нет какой-то сверхмотивации, а мы, грубо говоря, там чуть ли не за еду, за выживание тут деремся, как бы, за то, чтобы быть в топе. Поэтому я считаю, что СНГ преимущество — это, а не недостаток. То, что есть, ну, собственно, есть какой-то мотиватор, который изначально присутствует и хочет развиваться. Да, да, они играют в кайф, а мы играем не только в кайф, а еще и за выживание. Поэтому я думаю, что мы в этом плане сильнее, и поэтому мы сейчас во всем киберспорте в топе СНГ региона. Это такое наблюдение, которое... Я как бы вижу этот результат, но это не... Ну, как бы не обсуждал сам с собой через призму того, что для многих это реально возможность как-то выбиться, а не просто поиграть по кайфу. Если мы возвращаемся к Prodigy, 22 год, какой бы результат ты бы сказал хороший, который бы тебя удовлетворил? Блин, на самом деле я очень не люблю такие прогнозы давать, но лично... Это не прогноз. Вот у меня раньше была история, я игроков перед турнирами всегда спрашивал, какое ты место считаешь, что займешь.
какой ты займешь, какой тебе будет окей. Просто сравнивал это между ребятами, насколько они одинаково видят, к чему они придут. Любой прогноз — это всегда ошибка, любой прогнозист это скажет. Здесь скорее внутреннее ощущение. Вот по твоему внутреннему ощущению, что должно произойти, чтобы ты, опять же, утром сказал, вот это Леша сделал классно, вот тут я горжусь. Ну, это очевидно, что топ-1, топ-2, если мы займем, я скажу, блин, классно поработали. Либо второй момент, если мы условно проходим там в топ-4, и нашего игрока продают или переводят в какую-то более сильную команду. Может быть, в ВП-основу, может быть, вообще в другую команду СНГшную, может, в другую европейскую. У меня всегда результаты были личные. Это не только как команда играет, а то еще как, ну, люди говорят, вот, он классного парня воспитал, этот игрок крутой. Да, раскрыл. Вот, поэтому для меня цели не стоят в каком-то одном направлении. У меня есть много направлений, в которых я работаю и в которых я бы был доволен результатом. Ну а так, из очевидного сказать, что это топ-2 турнира, я бы считал прям классно, прям молодец, классно, все здорово, молодцы, поработали хорошо. Я буду рад, если будет результат, я тебя наберу, и как раз ты мне тоже это скажешь, и я тебе это скажу лично. Сейчас, Леша, мы с тобой заглянем в носок вопросов и выберем победителя. Считай вопросы. Тебе нужно достать 5. Считаешь 5, выбираешь 3, и 1 уходит в супер носок. Погнали. Илья Глушко. Существует ли общая структура между Virtus.pro Prodigy и основной командой Virtus.pro? Если нет, то планирует ли руководство начать выстраивать какие-либо взаимоотношения между двумя составами? В любом виде, будь то общение Достана с Флэшем или какие-то советы нашей молодежки от Джейма и компании. Это больше вопрос к Сергею, не ко мне, но я тоже могу на него ответить. Давай. На самом деле. У нас были взаимодействия уже, когда мы буткемпились, и Достанчик был с нами на буткемпе, мы очень много взаимодействовали, он таскал моих молодых ребят, они таскали его, они там вместе занимались и КСом, и похудением, и чем они только не занимались. Вот, поэтому взаимодействия какие-либо есть в любом случае, но каких-то конкретных, таких прям целенаправленных, что вот там мы пракаемся друг с другом и так далее, наверное, нет. Ну, то есть мы иногда забиваем друг другу, праки играем, но это не стоит какой-то целью такого, что вот это обязательно надо так сделать. Это происходит стихийно, случайно, и мы две независимые команды, которые пока никак не взаимодействуют друг с другом целенаправленно. Леш, я дополню твой ответ, потому что его задали болельщики. На самом деле эта история обмена опыта, она, наверное, зародилась где-то в 2020 году, когда стало очевидно, что тот же тренер в разных коллективах должен делать плюс-минус одно и то же, да? Ну, то есть есть своя специфика игры, но есть какая-то логика построения тренировочного процесса. И была мысль о том, что если собирать их всех вместе, они могут делиться лучшими наработками, сказать, слушай, а как ты работаешь, а какую ты аналитическую систему используешь? А мне здесь есть такая проблема, ты тут игроку жестко говоришь, что он не прав, либо пытаешься подстелить, чтобы не задеть его чувства. И как бы вот эта вроде идея, она осталась, но у нас за это время столько изменилось и составов, и игроков, где-то тренер перешел, где-то ушел, и мы к этому как бы фундаментально не подошли. Но при этом я могу сказать, да, за этот год есть вещи, которые, у нас есть общий чат, я пишу, Леш или Флэш отвечают, я говорю, а как у вас там построен такой процесс? А здесь? У меня есть по каждому составу карта тренировочного процесса. И тут даже как бы есть выражение, не надо быть Цезарем, чтобы понять Цезаря. Ты берешь 2 дисциплины, смотришь тренировочный план и такой, почему эти играют 8 часов, эти играют 12? Почему здесь на индивидуальную игру уходит в 2 раза больше времени, а здесь наоборот? И ты делаешь какие-то сравнительные модели и пытаешься понять, как одной команде играть лучше, как делать это другой. Придем ли мы к той модели, где у нас реально есть обмен опыта? Я думаю, мы придем, да, то есть сейчас и у нас внутри Virtus.pro была большая трансформация с точки зрения людей, которые пришли. Будет ли это завтра? Наверное, нет. Я думаю, что к концу первого квартала мы уже выйдем с какой-то концепцией, ее опробируем. Мне кажется, на Counter-Strike это проще всего сделать, это будет правильнее всего, потому что объективно есть 2 одинаковые игры, и можно из общего опыта найти какую-то истину. Давай следующий вопрос. Погнали. Следующий вопрос у нас Виктор Кузьмин. Когда соперники пикают против вас Back Ancient, они понимают, что их Руфай закроет с дробовиком в соло?
Такой интересненький вопрос, он немножко не актуальный, он из прошлого. Я уже меньше играю с дробовиком на Эншенте, но да, есть такой внутренний страх на самом деле. Я думаю, у Нави Джуниора, особенно у Онкера какого-нибудь или у Моноси, они там в страшных снах видят мой дробовик. И... Ну, я думаю, есть, но уже меньше, чем было. Дробовичка у меня уже поменьше на Эншенте. А почему? Ну, как-то пришли к такому выводу, ну, я сам пришел, что это не гибко. Нужно играть более гибко и более вариативно, и сейчас у меня есть поинтереснее вариации. То есть у тебя дробаш, чтобы разбивать мораль соперников? Ну, так, иногда по ситуации, по настроению, по экономике можно взять. Но не всегда, как это было раньше. Но это просто была новая карта, эксперименты, почему нет. Многих это удивляло, и ну, я пробовал, почему нет. Все, идем к следующему вопросу. Давай. Павел Сиденков. Как быстро выйдете из Advanced лиги? Но он прям наперед видит, наверное, вопрос писал, когда мы уже вышли в Advanced лигу. Мы только в нее залетели, в Advanced лигу. Как быстро мы из нее выйдем? На самом деле это сложно, это реально, ну, немногие, так сказать, даже топ-30, топ-20 команды не могут выйти из этой Advanced лиги. И посмотрим, как этот сезон будет, чувствуем себя нормально в этих ECA долгих играх, поэтому шансы есть. Но в вот ECA у нас вот такой рост. Это да, в очень ECA все здорово, поэтому, Павел, я такой же вопрос задаю и себе, и своей команде. Посмотрим, увидим, и тогда мы с тобой обсудим, поговорим, как далеко мы выйдем. Хорошо. Большой вопрос какой-то беру. Андрей Львов. Какие основные проблемы возникают при работе с молодыми игроками? Есть ли общий пул ошибок, который свойственен только молодым игрокам? Такой общий вопросик на самом деле. И да, есть определенный пул проблем, ошибок у молодых игроков. Я их уже, скорее всего, называл в предыдущих вопросах. Это первая токсичность. Очень много ребят молодых есть токсичных, с которыми невозможно даже общаться, играть. Но кто-то же находит общий язык. Вот. И поэтому, ну, проблема, ребята, будьте добрее просто и все, понимаете? Хватит откидывать дефы в матчмейкинге, будьте счастливы, уважайте других, и все будет классно. Вас всех будут любить, все будут вас инвайтить, и все будет классно. А второй пунктик – это боязнь ошибок. Ну вот есть часто у молодых игроков, ты их берешь на тесты, и они такие: «О, блин, как бы мне не ошибиться». Из-за этого они не делают ничего, то есть они бездействуют, ну, в страхе ошибиться. Или если они что-то делают, они делают это неуверенно. Но это со временем проходит, у многих этого вообще нет. Это синдром школьника, да? Да, это синдром школьника, я это называю, когда человек боится ошибиться. У некоторых он есть, у некоторых нет. У кого-то он проходит, у кого-то усиливается. Поэтому работайте над этим, ребят, не волнуйтесь, все нормально, это всего лишь игра, как говорил игрок Virtus.pro 1, поэтому все нормально будет. Давайте следующий вопрос. Давай последний как раз. 5-й будем выбирать. Последний вопросик. Unknown God. Кто лучше скаут и капитан в мире CSGO? И почему это Руфайр? Он, Спасибо. по-моему, ответил на этот вопрос. Ну, нет, это он так зарофлил, так сказать. Ну, скаут, не знаю. Ну, ребят, я, конечно, скромный парень, наверное, я, да, лучший скаут в мире, как бы, но... Ну давай, кто твои конкуренты в СНГ? В СНГ, ну, можно назвать некоторых конкурентов, но я не считаю их конкурентами. И, наверное, вот из самых прикольных, вот кто мне нравится, кто, может быть, скаутит, интересно, это, наверное, вот Ваня Фин с Gambit Youngsters, когда он собрал, неплохо заскаутил, так сказать. Вот, еще, блин, не могу так сказать, давайте Ваня Фин будет из Gambit Youngsters, все, вот Всё, этот вопрос. будет Ваня. А капитан, кто самый лучший в мире CSGO, тут опять на вкус и цвет фломастеры разные, но я бы выбрал либо BLMF, либо Глейва. Вот почему-то мне они симпатичен как капитан. Вот Что так. любят выбирать, знаешь, ага, команда-победитель и, наверное, там самый лучший капитан. Но я думаю, что оно не так работает. Ну, не так, наверное, работает, да. Я вообще не люблю команду победителей, потому что это неинтересно, когда команда побеждает всегда. Я люблю смотреть за аутсайдерами, мне намного интереснее. И... Когда реально соперничество, Да, рост. чтобы был вау-эффект, чтобы ты такой: о, блин, здорово, они выступили. А тут ты видишь, одна и та же команда все время выигрывает, и как-то не очень компетитив, интереса нет. Поэтому я выделю Глейва и BLMF. Какой лучший вопрос и самый интересный? Давайте подумаем над этим. Подумаем, какой у нас идет в супер шапку, да, или в супер носок. Супер носок. Супер носок. Давайте выберем вот... давайте вот этот вопрос, интересная интеграция между Virtus.pro Prodigy и Virtus.pro. Вот он, наверное, самый такой прикольный. Да, и необычный на фоне. Вот. Спасибо, Леш. Илья Глушко попадает в супер носок.
И призы мы дадим, наверное, вот какие основные проблемы возникают молодыми игроками. Все-таки такой полезненький вопросик. Андрей Львов, ты получаешь приз. Вот. И еще один выберем сейчас. Давайте выберем вопрос про Advanced League, про ECU. Как мы быстро выйдем, как мы будем там выступать. Он, по крайней мере, без рофлов. Серьезный вопрос. Парень молодец. Подготовился. Итак, наши победители получают сертификаты от Сбермаркета на 1000 рублей, от автомобильного бренда Havail брелоки, от партнера по рематч пополнение депозита на 1000 рублей в эквиваленте валюты вашего региона. Леша, спасибо тебе большое. Ждем новых побед и успехов. Вперед, ВП. С наступающим. С наступающим. Друзья, мы продолжаем наш специальный новогодний выпуск. Сейчас мы поговорим с капитаном состава Rainbow Six, с Пашей. Привет, Паш. Добрый день, точнее вечер. Делай добро, будь частью команды. Безусловно. Год был непростой. Если сравнивать с прошлым, конечно, не будем кривить душой, многие вещи не получались. Как ты их видишь? В чем ты видишь ключевые, не знаю, плохие решения, либо почему мы оказались там, где мы сейчас? Я бы не смог дать, наверное, конкретный ответ на эту проблему, потому что очень большая совокупность каких-то факторов, и это даже местами не хочется оглашать, потому что это детский сад местами. Но я могу выделить прямо четкие проблемы. Я бы сказал то, что раньше у нас, когда мы играли в 2020 году, у нас были прям вот большущие зубы, мы вырывали победы, прямо дикие камбэки выдавали постоянно. То есть в БО1 это прям решает, безусловно. И если с 2020 годом сравнивать, то в 2021 мы хорошо играли только в первом стейдже Иула, а после этого мы больше особо и не показывали таких хороших результатов, типа то ли из-за мапула, то ли из-за того, что мы потеряли свои вот эти зубы, свой характер, не знаю в силу чего, возможно из-за замен в составе каких-то. То есть в 2020 году мы прям удачно вписывались в мету, то есть это вся вот эта shield мета, она была нам очень на руку, потому что, не буду врать, мы с Раском очень, мне кажется, большую работу произвели. Для команды мы очень сильно засетапили защиты. Мне кажется, впоследствии очень много людей начали копировать у нас это, то есть, потому что у нас были настолько сбалансированные сетапы и настолько продуманные, то что, я не знаю, там не хватало банально у людей утилити просто зачистить всю эту вещь и выиграть раунд как минимум. То есть мы в ту мету очень хорошо вписывались. Потом мета сменилась, мы потеряли свой хороший мапул качественный, мы распылились на большее количество карт, что, мне кажется, в тот момент мне казалось, что это хорошая идея, а впоследствии сейчас я думаю, что все-таки это было ошибкой, потому что, если смотреть на команды по типу Empire или BDS, они преимущественно не делают акцента на широкий маппул, они как раз убиваются в качество, и, как BDS чемпионы Европы, Империя второе место Европы, то есть, они, наверное, что-то знают. То есть мы в этом моменте немножко, схалтурили, будем честны. И даже не знаю, что еще добавить. Череда каких-то плохих решений, может быть, неправильный выбор игроков. Это все на самом деле очень сильно влияет. И даже суть не в том, что статистически, может, там кто-то не доигрывает, а просто ты не ловишь химию эту банальную. А на самом деле, киберспорт — это же все же спорт. И тут можно судить абсолютно так же, с той же колокольни, то, что у тебя в команде должна быть также эта хорошая химия какая-то, и чтобы люди друг друга чувствовали. Я тебе тогда, помню, рассказывал, либо тебе, либо Ване Лазарю, то, что раньше это все было, то, что с полуслова мы ловили друг друга, даже можно было ничего не говорить, мы все равно все чувствовали, то есть, все это было на каком-то next level. Собственно, и результат сам за себя говорил, то есть мы стабильно топ-4 выезжали, на каждый мажор выходили, то есть, все было классно. А потом как-то мы эту нить потеряли, и, собственно, отсюда такой, наверное, результат. Я уверен, что там еще больше проблем, но я уже... Какие-то фундаментальные. Да, это прям структурно, прям так сказать, по всем фронтам мы, наверное, потерялись и не смогли так и найти нить под конец года. Собственно, отсюда такой результат.
никуда не вышли. Очень обидно, очень, как сказать, so sorry перед фанатами, так сказать, но ничего не смог сделать. Очень много работали, врать не буду. Мы реально убивались сутками и пытались решать эти все проблемы, но, как видите, ничего не вышло, что очень обидно. Слушай, ну по цифрам на буткемпе вы провели в этом году порядка 120 дней. Мы делали там внутренний подсчет. Но вот давай возьмем год. Правильно? Давай так. Где у нас была лучшая химия? Когда был Amision Shockwave, либо мы считаем еще момент химии, когда уже за нас начал играть Милон? Я бы сказал Amision Shockwave, потому что, во-первых, у нас в тот момент очень сильно сиял костяк, то есть это я, Раск, ВТГ, они, но мы очень сильно играли, даже при том, что я как бы поддерживал роль капитана и главного вот этой форсирующей силы в команде, то есть все страты, все вот эти какие-то изменения, это все от меня исходило, и при этом я еще и играл на уровне там топ-5 рейтинга Европы, а то и там лучше даже, может, местами было, не помню. Ну, короче, топ-10 Европы я стабильно отыгрывал, и то есть у меня все матчи были стабильно. Также Раск и ВТГ, то есть они и форсировали, и двигались как-то, ну, то есть был какой-то заряд вот этот, так сказать, ну, ты только пришел в новый коллектив, в новую организацию, тебе надо себя показывать, плюс ты как бы взял нового игрока, у тебя вот этот медовый месяц, что, ну, Да, так называемый. Да, он всегда есть, как бы тут ничего не скажешь. Ну, то есть у нас был очень сильный костяк, у нас были хорошие исполнители в лице Шока Амижна на тот момент, то есть, ну, в принципе, мы лучше не могли найти на тот момент людей, и нас, в принципе, устраивал такой состав, и нас как бы устраивали такие результаты. Но в конце концов мы пришли к выводу, что надо Амижина убирать, и, возможно, вот это уже было фундаментальной ошибкой. То есть, возможно, не стоило его убирать, потому что сейчас я смотрю на его цифры, и он индивидуально, Он шикарно играет. да, Он он шикарно индивидуально очень хорошо играет. Я не знаю, подноготно, естественно, возможно, у него все те же проблемы, из-за чего мы его убирали, но тем не менее, как бы чувак, мы его убрали, и он поднабрался опыта, поднабрался какой-то личной индивидуалки, и он сейчас очень хорошие цифры показывает, как бы молодец. У нас, получается, была замена, пришел Милон, потом к нам пришел Коржека, то есть мы его брали с учетом того, что он опытный игрок, да, то есть он должен был добавить, кажется, какой-то лидерской роли. У меня есть на этот счет ответ. Я тоже, честно говоря, думал, когда мы брали Жеку, то, что мы можем выстроить такую структуру, какая у них была в Империи. Ну, то есть я не был полностью ознакомлен, так сказать, исторически с тем, как они работали в Империи, Жека с Шепардом. Типа у них там как было? То, что Шепард дает условно, ну, они собирают информацию по карте, и вместе они как мозговой центр это анализируют и принимают какие-то решения там вдвоем условно. Или просто там Шепард собирает информацию, и Жека уже принимает решение. Ну, то есть мозговой центр команды как бы функционирует стабильно, то есть, ну, там, ну, сложно с таким, как сказать, лайнапом и с такой структурой какие-то неправильные решения принимать, когда у тебя два мозговитых человека в команде. Я думал, что мы можем, в принципе, такую же структуру построить, но я сначала не был знаком с этим. Я думал просто, мы возьмем Джеку как сильного индивидуального игрока. Когда я уже понял, то, что... Да, когда я уже понял то, что надо было все-таки Жеку использовать немного по-другому, ну, точнее, может, не то чтобы по-другому, но дать ему больше, так сказать, свободы слова, что ли, ну, чтобы он выражал свои мысли, потому что у него очень правильное мнение насчет игры, то есть у него взгляд, ну, то есть он максимально соответствует тому, что я хочу видеть от игроков в моей команде, то есть, ну, не знаю, то есть абсолютно правильный человечек, но мы его неправильно использовали. То есть, но при этом вы прошли через кучу этапов, я знаю, вы ротировали роли. Да, мы и очень Андризи много играл, играли. когда в ВТГ в Инактиве Да, был. это тоже Позициями. момент. То есть, мне кажется, мы перепробовали все, что ну, плюс-минус, наверное, можно было. Ну, я думаю, были еще какие-то варианты, всегда остается какой-то вариант. Не, они всегда есть. Но мы большую часть из них попробовали. Может, нам стоило просто побольше времени уделить конкретно каким-то моментам по ролям. То есть, условно, чтобы Жека там побольше играл на саппорте, или Жека, чтобы с самого начала играл на энтри. Ну, то есть, мы здесь этот момент упустили немножко, но даже не знаю. Ну, мне кажется, вот ключевой фактор того, что мы ну, то, что Жека не раскрылся, свой потенциал, потому что, мне кажется, он очень много мог привнести. Но это вот то, что мы его неправильно использовали. То есть, ну, чувак с супер правильным пониманием игры мог больше намного дать. Но тут как бы уже вопрос ко мне и к тренеру, и к Раску. Ну, то есть мозговой центр как бы не сфункционировал как надо. То есть, ну, тут уже наш фейл исключительно.
Но я, наверное, к этим вещам добавлю то, что я вижу, но здесь это субъективное мнение. Кажется, очень многих подкосил Six Invitational, когда Ой, мы на него безусловно. отобрались. Все, мы уже, это, по-моему, день был, когда в аэропорту ребята сдавали экспресс-тесты. Они приходят с положительным ковидом, мы понимаем, что мы уже никак не можем никого Я был поменять. в тот момент в аэропорту с Андреем как раз, то есть, ну, мы приехали в аэропорт заранее, чтобы удостовериться, что у нас ничего нет. Мы сделали экспресс-тест заранее, и так получилось то, что у Андрея показало положительный, и как бы, ну вот, я просто помню его лицо в этот момент, и это на самом деле очень, как сказать, обескураживает. Ну и самый прикол был в том, что, ну, так получилось, то, что у нас сначала заболел Раск, потом заболел Андрей, и мы даже с Андреем, когда это пракались, мы показывали неплохие результаты, мы играли с бразильцами, которые в итоге выиграли этот Invitational, то есть мы с ними играли на уровне даже с заменой, то есть у нас была хорошая форма, типа мы действительно могли показать хороший результат на этом Invitational или как-то закрепиться, как-то, может быть, набраться уверенности какой-то, потому Да, что... 100%, когда ты к этому идешь такое Ну время. да, я просто вот свою карьеру расцениваю так, то, что мы, когда катались еще под тегом Форзов на роли мажор, заняли там 3-е место, мы после этого сразу типа ехали как машина, просто ну, бешеная химия, вообще просто сносили все на своем пути. Даже, ну я смотрю на, так сказать, на ту структуру, по которой мы играли, и это на самом деле далеко не, ну, не левел. То есть сейчас у нас намного все более по дисциплине и более, ну, так сказать, по-человечески, что ли. Ну, то есть намного сильнее и профессионально мы сейчас выстроили структуру. Но в то время нам этого даже не надо было. Мы просто уничтожали. Я не знаю, что тут еще добавить. Ну, то есть мы, ну, не было конкуренции, на самом деле, такой сильной, но и при этом мы еще и доминировали прям жестко. Ну, то есть я бы сказал то, что если бы мы съездили на этот Invitational, мы бы заняли там хотя бы, ну, не знаю, топ-8, потому что все европейские команды там зашли, ну, топовые, типа Империя и БДС, они зашли в топ-8 и дальше не прошли. Я думаю, мы могли бы спокойно занимать топ-8, я уверен, на 100%, потому что это лан, это, ну, так сказать, глоток свежего воздуха спустя столько времени, когда ты не выходил на Да, ланы. сидишь в онлайне только. Да. И ты как бы... Прикол в том, что мы даже в онлайне играли хорошо. То есть у нас в онлайне, ну вот, не буду, конечно, грешить там, как последний нытик, то, что пинг решает так жестко и так далее. Но просто прикол в том, что условно Империя играет с БДСами на лане, она их выигрывает, играет с ними в онлайне, проигрывает просто в щепки. Ну, то есть Империю надо потом собирать по кусочкам. Вот настолько это роляет. Ну, то есть я думаю, что на лане мы могли бы показать намного сильнее результат, чем мы показывали в онлайне, и плюс у нас тогда действительно была хорошая форма. Ну, то есть это прям вот сильно повлияло, на меня уж точно, потому что я после этого очень долго не мог собраться, найти свою игру. Я типа, ну, можно даже отчасти сказать то, что у нас такие фиговые результаты из-за того, что капитан сломался, типа. Но я знаю, что и в ВТГ было невероятно тяжело, он в инактив ушел. Но мне кажется, каждый, скажем так, каждый профессиональный спортсмен в какой-то этап жизни скажет: да не, все нормально, я уже пережил, но в глубине души ты просто вспоминаешь, как ты не долетел, не выступил, и ты чувствуешь какую-то там часть вины от этого. Но да, но это как бы этап прошел, мы сейчас оказались там в той ситуации, которая есть. Наши болельщики уже знают, да, потому что на момент, когда мы записываем это видео, мы выпустили анонс, что сейчас мы готовимся, да, к следующему сезону. И не факт, что у нас в составе все останется как есть, да, потому что мы будем тестировать различные вариации игроков, их связки для того, чтобы, ну, как бы и ребята верили в то, что будет успех. Я надеюсь, что мы с тобой продолжим. Я знаю, что у тебя есть и свои амбиции, цели. Это правильно, когда у каждого игрока есть. Мне хотелось бы продолжить, да, но посмотрим, как время сложится, как пройдут тесты. Там декабрь, январь, начало сезона в феврале. Непростой период, да, еще действительно решений никаких нет. То есть это процесс, где надо поработать. Давай на этой нотке заглянем в носок. Давай. Я знаю, у тебя много фанатов, которые из других стран, поэтому тебе придется читать на английском языке. Но давай переводи на русский и отвечай нам на русском. Держи. Это будет... 5 твоих вопросов. Забирай носок себе. Забираю носок себе. Пошерудить надо. Так, вот это. Так, заранее извиняюсь за мой великолепный английский.
О, ну тут вопрос очень содержательный. Какой? Собака Ява ВВР. Тильт есть? На русском вопрос, кстати, очень приятно. Тильт есть? Ну, я так понимаю, это относится к нашим recently результатам, так сказать. Ну, К отборам, я думаю. Да. даже ничего сказать не могу, ну, как бы все налицо. Уже, если вы смотрели вот первую часть ролика, вы понимаете, о чем речь идет. Ну, это как бы очевидно. То есть с такими результатами, когда ты стабильно занимал там, в течение полугода, занимал топ-3 места Европы, а даже больше, наверное. Ну, грубо говоря, в течение там, 9 месяцев ты был топ-3 Европы, и после этого ты падаешь на левел там, 6-го места в таблице, что вообще нифига не левел для нас, я считаю. Это немножечко ну, так, Удручает. бьет, да. Давай следующий. Какие вопросы? Я чувствую, там все вопросы Душат будут по вообще, теме. ужас. Да ладно, чего уж там, заслужили. Так, окей. Собака R6 Camel. Верблюд непосредственно. What do you think is the main problem VP needs to work on to become a top 4 team again? Ну, что ты думаешь, нужно... Ой, какая, ты думаешь, главная проблема ВП, на которой надо поработать, чтобы стать опять топ-4? Да, вопросы, конечно... Химия. Вопросы, конечно, интересненькие. Ну, впрочем, да, все в первой части ролика есть, как бы то, что потеряли химию, надо ее заново поднять, потеряли, может быть, какую-то структуру, надо ее опять наработать, потому что как бы структура тренировок есть, но нету вот этого рвения бешеного к тренировкам, то есть вот этот момент тоже потерян, я думаю, его надо будет восстанавливать. Мета? Как мета ощущаете? Ну, я бы не сказал, что она суперсложная, к этому легко будет адаптироваться, если ты... Заряжены, да, вы и- все работаете как один Да, организм. да. То есть мы эту мету ну, понимаем хорошо, у нас хорошие наработки по стратам. Я думаю, что ну, можно что-то с этим делать. Ну, посмотрим, как сложится. Даже ничего даже не знаю, что добавить. Вопрос содержательный. Давай следующий. Какой-то толстый вопрос. Сейчас тут я... Может, там Устану тебе что-то читать. нарисовали. Я бой Мэдмен спрашивает. How sexy is my cat on a scale of 1 to 10? Так, а там фотография-то есть? Нет, там нет фотографии кота. А как же, ну, это тяжело отвечать. Ну, смотри, все котики прекрасны, поэтому всегда говори 10. А, вот есть фотография. А у А, меня ну, зрение минус 500. Так, давай поближе. Ну, что тут добавить? Ну, кот явно не самый породистый, однако, как сказал Сергей, все котики попадают в рай, 10 из 10, как бы, годнота. Я посмотрю. Шикарная котейка. Шикарная котейка. Фотография грамотная. Вообще отлично. Всё. Давай еще 2 вопроса, Паш. Работаем. Так, Дилан 666 16 424. Это если бы Рамзе сыграл в Беверли-Хиллз 90-210. Давай. Какой-то тонкий рофл. Я просто слишком молодой. Окей, who has the best music type? Я так понимаю, тут он имел в виду не type, а taste. Наверное, вкус, taste. да. У кого самый лучший вкус музыки? Да, у кого самый лучший в команде, и у кого самый ужасный, когда тебе просто стыдно вообще, что он включает в наушниках. Фу. Немножко можно его подушить. Да ну, честно говоря, не хочется грешить ни на кого. Не, просто прикол в том, что у нас, ну, мы когда раньше, ну, когда у нас еще был Андрей у нас играл, ой, точнее не играл, а сидел на аналитике, когда у нас шок был, мы постоянно тусовались, и мы там слушали вообще все, что угодно, и как бы и русскую всякую, Глубокую музыку. посредственную, и посредственную, и глубокую, ну, короче, ну, меломанили, так сказать. Но я бы сказал то, что best music type у меня, потому что я постоянно форсировал всю эту движуху, мне кажется, да, но про самый худший я даже не знаю, что сказать, потому что я не знаю, что особо слушает Мелон, и я знаю, что слушает Джека, но он как бы примерно на моем левеле, так сказать. Ладно, давай топ-3 твоих трека, чтобы все понимали, как потом оценивать вкус. Просто давай исполнителей. Давай. Давай, Скриптонит классный, да, мне нравится Скриптонит. Ну ладно, я скажу то, что мне нравится группа Neighborhood, которая вот эта Sweater Weather песня. Да, я понял. Вот она очень классная песня, и группа вообще Послушать, короче. классная, да.
давай... Фу, блин, боже, сложно. Ладно, скажу Салуки, потому что классный рэп. Рэп классный. Давай последний вопрос. И Хороший вопрос, мне понравился. Кота мы сразу... Претендент. Блин, ну Кот выиграет. Кот станет супер носком. Я не все, я это... Но ты там решишь, кто из них. Ну, я уже понимаю, то, что тут, если Кот не станет супер носком, то тут без вариантов. Тут Скажешь, что ты вообще не Да, человек, мне сразу как за ты шеей можешь. это жестко. Вот это длиннейший вопрос, конечно. Мистер Хибавейра спрашивает, как вы готовитесь к 2022 сезону? Ну, пока не будем на этот момент отвечать. Мы не видели Коржеку на последних SI-квалах. Он все еще в составе. Ну, насчет первого вопроса, как вы готовитесь к 2022 сезону, я скажу то, что, ну, в принципе, я уже отвечал на этот вопрос в ходе других вопросов. Ну, то есть будем стараться находить какую-то игру, будем много тестить, наверное. Может быть, даже и без меня, не знаю, посмотрим. Ну, это все как бы очень большой трудоемкий процесс, и все это займет много времени, поэтому тут нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. Мы не видели Коржеку на последних SI-квалах. Да, он все еще в ростере, но опять-таки это все будет теститься очень много, и будем решать уже. Насчет ВТГ и Андризи, тренера игрока, ну, смены позиций в начале стейджа 3 в июле. Почему команда поменяла свое мнение после 2 плейдеев и вернули ВТГ обратно в команду? Ну, все просто, на самом деле. Мы когда поиграли с Андреем, мы, в принципе, понимали то, что Андрей, ну, потенциально может раскрыть себя и может показать свой левел, потому что, ну, все время, так сказать, что он как-то присутствует в компете, он проводил с нами по факту, потому что, ну, грубо говоря, мы его воспитали, то есть есть какая-то определенная вера в него, потому что ты его воспитал. То есть это... Не, он толковый парень. Безусловно. Я каждый раз, когда приезжал на буткемп, Андрей всегда очень хорошее впечатление. Да, ну и прикол получился такой, то, что мы первые 2 игры просто жутко провалились. Я бы даже не сказал, то, что проблема была исключительно в Андрее. И, ну, то есть там все играли не на свой уровень. Ну и мы после того, как провалили первые 2 игры, мы понимали уже то, что ситуация патовая. И как бы у нас был провален первый стейдж. И, ну, то есть мы там заняли 6-е место, то есть мы очень мало поинтов набрали. То есть мы в таблице по SI-поинтам там были, ну, вообще, ну, в плохом месте. То есть надо было какие-то решения принимать после вот этих 2 плейдеев. И мы приняли решение, то, что ВТГ, наверное, все-таки стоит вернуть на позицию игрока, потому что, ну, у чувака просто миллиард опыта. Я с ним играю вообще с самого начала своей карьеры. Типа я уже знаю его там лет 5, наверное, а то и больше. Ну, то есть, ну, я прекрасно понимал то, что человек с таким большим опытом и пониманием игры, с такими толковыми колами местами, то есть, как бы даже если учитывать то, что я капитанил, то у нас всегда могли и Раска, и ВТГ что-то добавить свое. То есть... Ну, у вас была, да, такая модель, когда вы дополняли друг друга, это факт. Да, и мне в принципе нравилось, и я, когда вот ВТГ не стало, так сказать, с нами в качестве игрока, я почувствовал какой-то вот недостаток вот этой информации, и мы поняли в итоге то, что после вот этих 2 плейдеев, то, что надо все-таки попросить ВТГ вернуться, как минимум вот доиграть вот этот стейдж, а может доиграть год, и он, в принципе, сказал то, что он достаточно, так сказать, посидел, поразмыслил, отдохнул. И готов. Да, и готов. Ну и он, собственно, ворвался, и мы начали выигрывать. Возможно, этого было недостаточно. Ну, скорее всего, раз Не, но мы- тенденция была, и тут Да. это глупо отрицать. То есть сам факт того, что мы начали после этого выигрывать, он как бы дает, ну, показывает то, что есть результат какой-то от этого изменения. Так, я не знаю, у нас 5 вопросов получается? Давай выбираем. Ну, очевидно, что Кицик — это Супер носок. победа, да. Я думаю про... Что у нас тут было? У нас тут про музыку. Это приз от спонсоров. Ну вот, наверное, вот это мистер Хибавейра, который написал 4 строчки бешеных, которые все, в принципе, достойны. Комплексно подошел. Да, безусловно. Спасибо, Паш. Большой Итак, молодец. наши победители получают подарки от наших спонсоров. От Сбермаркета это сертификаты по 1000 рублей. От Париматч сертификат на 1000 рублей на пополнение депозита в валюте эквивалент своего региона. И от автопроизводителя бренда Havail брелоки. Спасибо, Паш.
С наступающим тебя. Тяжелый год, но следующий будет интересней и, я думаю, проще. Надеемся на это. С наступающим. Друзья, мы не останавливаемся, нет Virtus.pro без доты, поэтому к нам присоединяется с сложной линией Дэм. Привет, Дим, рад Здорово. тебя видеть. Взаимно. Год, очевидно, непростой. У тебя был очень интересный путь в 2019-м, нет, 2020-м, я уже иногда даже путаюсь в годах. Ты присоединился к Virtus.pro Prodigy, к концу года у нас уже был обновленный состав, ты уже был в основе. Мы выиграли Омега-лигу второй сезон, начался этот год. Что тебе запомнилось? Какие победы ты считаешь хорошие? Где что-то пошло не так? Давай подискутируем на эту тему. Как ты видишь и оцениваешь вообще прошлый год? Ну, думаю, текущий завершающийся год я оцениваю как год, который должен был быть намного лучше. Но в связи с некоторыми обстоятельствами он вышел таким, какой он есть. Мы проделали определенно довольно большой и хороший, на мой взгляд, путь по исправлению ошибок к инту. И на инте мы выступили в довольно хорошей форме командной. У нас были большие ожидания на турнир, на самом деле, у каждого. И в определенном плане мы не провалились, но и при этом не оправдали лично наши ожидания, и, я полагаю, ожидания болельщиков тоже. Потому что, как сказать, мы на двух мажорах провалились, набрали реально хорошую форму конту, хорошее понимание доты, мы начали играть сильно именно как по команда в быструю и высокоуровневую доту, а не в простую, как многие другие команды. И в решающий момент, можно сказать, выстрелили себя в колено, из-за чего ряд неправильных решений привел нас к поражению. И после этого у нас происходит смена состава. А смена состава — это всегда построение команды заново. Даже если ты меняешь одно звено в команде, это звено... Это уже новая команда, да? Да, это звено нужно заменить. Не факт, что новый человек будет иметь те же взгляды на доту, какие имели вы. Потому что, очевидно, вы играете, можно сказать, в разных эшелонах. Кто-то только пришел в доту, именно, допустим, там из новичков, а кто-то уже вот играл на инте. И, очевидно, это все долгий и тяжелый процесс. В целом, я думаю, год был очень тяжелым, и каждый удар, который носит в тебе жизнь, если ты не слабак, ты обязан становиться сильнее и адаптироваться. И именно этим я и планирую заняться в 2022 году. То есть ты видишь, что ты можешь еще, то есть и как команда прогрессировать, как игрок выходить на новый уровень, какие-то барьеры преодолеть? Ну, на мой скромный взгляд, прогресс в доте, он идет на самом деле абсолютно не от кнопок, а от головы. То есть... Ты говоришь про игровой интеллект. Про дота-интеллект, мы его так называем. То есть, по сути, вот у нас есть тренер, и он может дать каждому игроку правильный вектор развития, в котором стоит развиваться. Мы очень много даже с Толяном лично про это говорим. Но, на мой взгляд, нажать кнопки может абсолютно каждый. Вот мы видим, допустим, на сцене играет Попей, и он постоянно занимает наивысшие места на турнирах в течение уже очень многих лет. Даже на этом инте Попей занимает 3-е место. Это прекрасный результат. Попей довольно взрослый человек, и у него нету там супервысокого ранга. То есть этот человек явно силен скорее не в кнопках, а именно в его интеллекте. И поэтому, я думаю, прогресс должен идти именно в этом пути, именно в этой стезе, как командой, так и личностной. А именно прогресс в плане механики, микроскилла, не думаю, что у кого-то в районе 20 лет есть с этим проблемы, если просто играть в доту. То у тебя на механическом плане, да. Плюс-минус у всех, наверное. Да, то есть я думаю, это именно те аспекты, в которых стоит думать и развиваться, именно улучшать свой геймплей. То есть, по сути, игра в дот на высоком уровне — это выстраивание своего оптимального геймплея, которое строится на нескольких тезисах, которые ты сам для себя выбираешь под свой стиль игры. Вот. Какие у тебя тезисы? Мои тезисы, наверное, самое главное — это, это на самом деле уже про доту именно, да. Слушай, если вернуться немного назад, у тебя есть там один мажор, второй инт. Как менялись либо твои тезисы, либо, не знаю, понимание игры с самой командой между разными турнирами? Потому что, очевидно, наша интовская форма совсем отличалась. Да, от она абсолютно была другой. Это на самом деле заслуга тренера, на мой взгляд, потому что именно тренер, он дал нам тезисы командной игры, определенные, так сказать, идеи заложил нам в голову, и уже мы их внедряли в свой геймплей. Поэтому, что было на первом-втором мажоре, это было абсолютно без Толяна. Там на одном мажоре мы
качались, и у нас не очень хорошо вышло в связи с определенными проблемами в игровой форме, в целом командной. А на втором мажоре мы играли в активную доту, но недостаточно хорошо играли в нее. И Само поэтому исполнение. тоже. То есть концепция вам нравилась, но исполнение вам не нравилось? Да, думаю, макроисполнение у нас все равно было не самым лучшим при той идее, которую мы должны были играть. То есть, по сути, с Толяном мы тоже играли в некоторую, активную доту, но у нас было намного лучше исполнение, потому что по макро мы понимали намного больше за счет Толяна. Вот, в принципе, и есть разница. между Драфты всеми. как-то поменялись? Конечно, конечно. Под определенные идеи тебе нужны определенные герои. То есть, драфтами занимается Толян, но я знаю, что он учитывает огромное количество факторов от, допустим, скорости пуш-линий, то, что под них должна быть атака, значит, скорость должна быть в определенном ключе, так и количество, допустим, героев атаки. Если у тебя есть высокая скорость пуш-линии, но нет абсолютно никакой возможности сделать атаку под эту линию, то это тоже тебя не всем устраивает. История с Антом и проигрыш Team Spirit. Как он на тебе сказался? Или на команде в целом? То есть у меня есть свое восприятие, ощущения, но насколько это было болезненно? Потому что, мне кажется, многие, может быть, недооценивают этот матч, может, наоборот, переоценивают. Может, ничего не поменялось. Игра и игра. Ну, я могу сказать за себя, условно, я в том матче старался выложиться абсолютно полную, и при этом я старался сделать так, чтобы моя команда не чувствовала, как минимум, от меня какого-либо давления. Поэтому я, условно, там говорил все в спокойном тоне, не спамил и так далее. И на драфте не спамил Толяну, чтобы его не отвлекать. Поэтому, могу сказать, я старался, сделал все, и именно поэтому мне было не настолько обидно. То есть я если бы понимал, что я, допустим, проиграл своей команде матч в одиночку, там, допустим, да, или там форсил какие-то неправильные действия, то мне было бы намного обидней. И, возможно, это был бы прям очень сильный тильт. Я бы там, допустим, в инактив ушел, условно. Но я понимал, что я без шуток очень старался, и я принял это поражение и двигаюсь дальше. Вот в новом сезоне, тебе кажется, СНГ Дота как-то поменялась с точки зрения... Что ты играл в прошлом сезоне СНГ Дота, команды стали сильнее, какие-то появились новые идеи. Либо это то же самое? Да, на самом деле СНГ Дота осталась абсолютно такой же, просто изменились представители СНГ Доты. То есть сейчас просто побольше молодых я вижу именно в даже первом дивизионе. Раньше были более старые игроки. Ты это связываешь именно с тем, что все-таки посмотрели на Team Spirit, такие, сейчас, Team Spirit, в том числе и Virtus.pro Prodigy тоже пропагандировал новую школу. Игроки из Virtus.pro Prodigy играли, кстати, и во втором, и в первом дивизионе, так что отчасти новую школу представляют бывшие медведи. Нет, на самом деле, с чем я могу это связать? С тем, что, по сути, эти игроки, они были молодыми, они, очевидно, подавали какие-то определенные надежды, да, и в прошлом сезоне они, допустим, играли все второй дивизион. И на самом деле они просто за год просто выросли как игроки до первого дивизиона. В чем твоя философия идеальной команды? Какая она должна быть? Я знаю, что болельщики задавали вопрос, связанный с уходом Егора и Сейва. Я плюс-минус могу понять их философию, мы с ними много общались. Но в чем твоя философия? Какая команда должна быть, чтобы выигрывать турниры? Быть чемпионом International? Я думаю, эта команда должна быть прежде всего, наверное, в двух факторах. Она должна быть очень целеустремленной, каждый человек должен быть невероятно целеустремленным в этой команде и готов в моменты работы, именно, допустим, даже буткэмп работы, отдавать абсолютно все свое время и все свои усилия в этой игре. И второе, эта команда должна быть стакнута в плане личности. То есть каждый игрок должен... не должно быть такого, что одного игрока бесит другой игрок в команде. Да, потому что вас игроки должны в целом, подходить друг к другу. А по поводу Егора и Виталия, и у нас у всех остались нормальные отношения. Просто люди видят, условно, пути развития в доте по-разному, и это их право. Согласен. То есть я желаю только успеха. Это нормально. Новый сезон начался тяжело, объективно тяжело, потому что если сравнивать против этого года, то есть у нас рекорд был 14-0. Да. Сейчас мы уже отдали 2 матча. Все немного стало сложнее с точки зрения выхода на мажор. Где ты видишь сейчас проблемы, которые Я тоже участвую в этом процессе. Что нам поменять, чтобы стать сильнее? Это вопрос не внутренний, это вопрос, потому что болельщики его задают, им тоже важно понимать,
с чем мы связываем, да, какие-то неудачи, что мы реально сделаем, чтобы там, выйти на другой уровень. Да, Поделись ты мнением. но если говорить по факту, мне кажется, что просто ну, у некоторых людей было ощущение, что вот у нас, несмотря на новый состав, мы условно можем выигрывать просто вот на скилле, да? Но в текущей доте это невозможно. Чтобы выигрывать в текущей доте, ну, абсолютно любой игрок умеет бить крипов или динать крипов, да, как на лейне, так и по игре. Тебе нужно выигрывать доту именно дота-интеллектом, а не, ну, не пускать это все на самотек. А это Думаю, уже именно- трайхард, который ты должен просто Это пережить даже- много. Это даже не Шрат. только трайхард в плане там героев Херопула, сколько огромная аналитическая работа. Конкретно над собой самим и аналитическая работа в целом команды. Ну, я в последнее время, я условно много именно аналитической работы провожу в доте. То есть я играю определенное количество пабликов, которые мы должны играть, ну, по договоренностям внутри. Даже не смотришь на угод, ну, просто, типа, хочется форму иметь. Но именно большую часть, по крайней мере, которую я стараюсь проводить, это аналитическая работа в плане того, какие действия помогут мне реализовать те 3 ступени в правильном, ну, которые я называл до этого. Да. Да, те тезисы, которые я называл именно в доте самой. То есть ты играешь паблик, ну, паблики на самом деле, если говорить по факту, это полурандом. Но даже там ты можешь стараться все это делать. То есть ты можешь разговаривать, коммуницировать с командой и это придумывать. Ну и видеть какие-то идеи. Да, и там уже какие-то фишки ты можешь даже тестировать. Ну вот, в принципе, это то, по крайней мере, чем я сейчас стараюсь заниматься. Как Новый год хочешь провести? Ты сказал, что да, играть в доту. Да, Новый год, я думаю, где-то на 2-3 дня, ну, мы будем отвечать Новый год, я, Данек, Ильяс в Питере. Возможно, к нам еще Ямич присоединится. Сразу, я думаю, вернусь в Москву, и потом уже, ну, буду играть там, потом уже вернусь в Питер на буткэмп. На буткемп. Ну да, у нас Да. сборы на буткемп. для 3 наших числа, болельщиков. насколько 3 я числа. помню. Дим, спасибо тебе. Давай еще пройдемся по вопросам из носка от наших болельщиков. Мне вытаскивать? Бери носок, вытаскивай 5 вопросов, ты их зачитываешь, потом мы Всех выбираем. сразу или по одному? Давай по одному. Хорошо. Спрашивает Ренат Коробкин. По настроению в команде после последних результатов нет ли тильта у игроков? Ну, определенные игроки на самом деле чувствуют сильную обиду в душе, по крайней мере, за результаты, но мне кажется, что для этих же людей это тот, так сказать, удар, который показывает тебе, что надо двигаться дальше с более серьезными силами. Да, так что такое, в принципе, сейчас настроение. Давайте дальше. Спрашивает Андрей Чернышов. Лазарь говорил, что нужно долго работать, и ребята это понимают. Что произошло? Это он про прошлый состав, наверное, говорит? Мне кажется, это в целом. Мне просто кажется, что долго работать, а он условно сейчас только типа месяц работы произошел. Поэтому что произошло? Он, наверное, про старый нас спрашивает. Наверное, про старый. Да. Ну, по поводу того, что произошло, как я уже сказал, мы с ребятами остались в абсолютно нормальных отношениях. Просто некоторые игроки, они видят больше своих перспектив в карьере при игре за границей. У ребят, да, если мы говорим про Егора, про Сейва, у них довольно простая философия. Они отдают всю свою жизнь в игре и самой игре. То есть есть много примеров, я их там тоже рассказывал. Ну, не в этом видео, но мы знаем. Даже в прошлом году я приезжал тоже, по-моему, 30 или 31 числа на буткемп. Там был Сейф и Егор. Их спросили, что вы будете делать? Они говорят, да мы будем играть в доту, нам надо тренироваться, готовиться к следующему сезону. И для них как бы единственная цель играть в доту — это победить. Поэтому их логика и философия следующая. Я хочу играть в той команде, в коллективе, которая приблизит меня к цели победы. И здесь это не вопрос, чтобы просто сидеть, как-то играть, что-то выигрывать. Это единственная цель — победить. Если они ее видят, и, там, видят эту возможность в коллективе ком-то другом, они выбирают этот путь. В нем нет ничего плохого, то есть это их личное решение, сколько они жертвуют в игре, поэтому, как бы, опять же, как я и Дима говорил ранее, от нас только поддержка, мы ребят уважаем, с ними прошли большой путь. Посмотрим, как будет все складываться дальше, но от этого наша мотивация поддержать их меньше не становится. Дим, Да, давай к ребятам следующий вопрос. отлично относимся. Так. Спрашивает Базилик Картошкин. Какое настроение в преддверии Нового года? Если он спрашивает лично у меня, то, как сказать, задумчиво, я бы сказал. Ты снял с языка, потому что у меня такая же мысль была. Да, если говорить искренне, ну,
много просто даже мыслей. Ну, конкретно те, которые, по крайней мере, на которые я могу влиять, и о которых я, в принципе, думаю, это о том, как раз-таки, как оптимизировать те идеи, которые я хочу воплощать в игре, которые должны быть воплощены. Потому что не всегда получается. Вот. Ну, так, кстати, хороший вопрос. Так. Сергей Сафронов спрашивает, какие цели ставите перед собой в сезоне и какие проблемы всплывают по ходу вашего путешествия? Отличный, кстати, вопрос. В сезоне мы ставим цели, именно если мы смотрим весь сезон от текущего момента до, допустим, пройдя 3 мажора и инта, то, очевидно, цель — это попасть на инт, ну не просто попасть, а выступить хорошо и превзойти прошлый результат. Всеми силами стараемся к этому идти. По поводу проблем, которые сейчас всплыли, ну, как я уже сказал, или я не сказал, мы думали, что, ну, как мы как команда, так или иначе, некоторые люди думали, что все может быть само собой. То есть, по сути, игра на автопилоте, на скилле, но это невозможно в текущей доте, тем более, когда у нас просто, на самом деле, сильно новый состав и определенные ключевые личности изменились. Вот, поэтому проблема недоработки, наверное, я бы назвал. Ну и, очевидно, решение ее — это работать усерднее всем вместе. Ну и мы это обсуждаем, мне кажется, у нас несколько дней звонки из команды, вы много Да. с Олей, с Ваней общаетесь. Там для болельщиков, да, там общее тоже понимание того, как там, я смотрю на эту историю, как в целом организация на нее смотрит. Победа и поражение — это часть любого спорта. То есть нельзя выигрывать все подряд. Ну, если можно, это, наверное, супер идеальный вариант. Но если мы смотрим на цикл новой команды к главному турниру, это чемпионат мира, это The International, то надо смотреть на 2 фактора. Твой реальный результат и второе, какая у тебя динамика в тренировочном процессе. Как меняется индивидуальный уровень игры, дота понимание, развивается химия. Если ты стагнируешь там, то результат — это как бы это производное от того, что ты сделал, натренировался или нет. Как ты будешь ждать результата, если ты в каких-то вещах стагнируешь? Поэтому если условно мы будем проигрывать, но мы будем видеть, что с каждой игрой мы становимся лучше, лучше и лучше, это хорошая динамика. Если этой динамики нет в тренировках, то и результат мы не получим. Разве что наш соперник сделает абсолютную чушь. Но если мы говорим, да, там про СНГ. Ну, игра сводится к рандому. Да, это будет просто действительно рандом. И опять же, есть много историй, когда команда в течение сезона может быть не всегда в топе, но потом, да, она делает феноменальные вещи. Есть наоборот. То есть мы знаем пример LGD. Господи, мне кажется, каждый год, когда болельщики Китая смотрят весь сезон, они говорят, все, вот в этом году 100% это наш International. И в этом году тоже у меня в голове, я не буду скрывать, ну, тоже для меня были фавориты. То есть я открываю любую статистику, LGD должны выиграть. Они не выигрывают, и у тебя ломается парадигма, что ты должен сделать еще иначе. Ты уже как бы тир-1 в течение года, ты стабильная команда в течение многих лет, ты уже должен победить, это не происходит, потому что ну, на инте это, наверное, какое-то На самом отдельное деле, дота это реальность. определенное давление, мне кажется, на них было на инте. Из-за Давление, этого количества. ожидание, да, то есть если ты заходишь, у тебя нет давления, ты на расслабоне, когда ты заходишь, и каждая твоя история, ошибки превратится в потенциальный хейт, и Леша Руфаев это говорил, это же та же история про синдром школьника. А вдруг ты ошибишься, тебе сейчас надуют по рукам, может где-то сыграть безопасно, может быть не рисковать. Ну а потом это единственный результат, победы или поражения. Поэтому этот сезон краткосрочно, а это может быть там история в неделю, ты можешь видеть динамику того, что делает игрок в течение недели, сколько он пабов наиграл, сколько вещей он предложил тренеру, как он что обсудил. То есть тут не надо смотреть на месяца, чтобы понять, что происходит или нет. Если этого не происходит, но тогда это действительно проблема, и ты уже начинаешь думать, сознание человека может поменяться вместе с действиями, если нет, тогда надо менять человека. Такая как бы реальность. Больше в этом мире не изобрели инструментариев. Немножко долгий ответ, но это большой вопрос. Давай следующий вопрос из носка. Кстати, по поводу вот инта и так далее, на самом деле во многом показательная философия Spirit в том плане, что они вот, когда приехали на инт, они просто вот приехали поиграть в доту хорошо, знаете? Хорошо провести время. Мне кажется, ну, то есть, Отчасти и мы тоже были в таком плане философии, но тем не менее чувствовалось, что определенные игроки, вот они безумно заботятся о результате. Это хорошо.
когда тебе важен результат, это просто отлично, но это на инте именно создает определенный прешер, потому что турнир $17 миллионов. И вот даже вот, если мы говорим про финал, ну, ЛГД, они для всех были фаворитами, все уважали эту команду, и все, думаю, до сих пор уважают. Там очень сильные игроки, хорошее понимание доты. И вот они встречаются в финале, допустим, там не с секретами, не там с какой-то китайской командой, а с относительно андердогами турнира. И как будто бы на них просто вот безумный прешер, при этом Spirit играют, ну, они просто получают удовольствие от игры. Просто Они здесь- не думают о победе, Да. на победе, о том, что это игра за жизнь, они просто получают удовольствие от игры. Ну, я это где-то читал на каком-то интервью одного из игроков, не помню кого, по-моему, Мира это сказал. И вот как бы вот и результат. Когда они просто играют доту и думают о вещах, которые они должны делать доты, но при этом не о победе, не о том, что это типа турнир за их жизнь. Потому что в LGD я уверен, Для ЛГД что- это все-таки, я думаю, был турнир за их жизнь. Да, то отчасти. есть если бы они играли с секретами, то есть они открывают там DPC таблицу, либо людей, Ну которые да, да. отыграли на мажоре. Окей, эти мы можем еще проиграть, да? А здесь тебе кажется, ну нет, ну они сильные, но мы были все время сильнее, и ты проигрываешь одну карту, и у тебя Потом уже вторая немного, еще да, была. сознание ломается, вдруг у тебя не получится. Ну вот. Так что вот это как бы тот самое давление ТА, о котором многие говорят. Какие планы на дальнейшую игру и будете собирать Т11? Ну, на самом деле, отчасти на похожий вопрос я уже отвечал. План дальнейшей игры — это стать сильной командой к инту. А уже насколько сильным мы станем к инту и пойдем ли на него, это зависит только от нас. И мы должны смотреть по очереди. Лично я не оракул. И даже не шаман. Согласен. Поэтому надо просто сделать в своих силах, что ты можешь, чтобы тебе потом было не жаль за то, что ты мог бы сделать. Лучше Это- сделать, чем жалеть, что не сделал. Ну да, если ты выложишься, по крайней мере, твое внутреннее ощущение, тебе будет спокойнее. Да, знаешь, если ты ты сделаешь все, отработал. что мог в своих силах. Вот. Сколько у нас там вопросов было? 5 и было вроде. Давай выбирай победителя, кого мы отправляем в супер носок, и 2 вопроса, кому мы подарим призы от наших партнеров. Ага, хорошо. Ну, Сергей Сафронов с его вопросом, я думаю, самое главное может получить приз. Хороший вопрос. Ну, мне понравился. Давай его сразу в носок. Так. Ходе путешествия. Давай. Думаю, второй вопрос это про вот почему это не произошло от Андрея Чернышова. Ну и пусть будет от Рената Коробкина про тильт. Все. Итак, Ренат и Андрей получают призы от Сбермаркета, наши сертификаты по 1000 рублей, от Париматч пополнение депозита на 1000 рублей, либо эквивалент суммы в своем регионе, а также брелоки от автомобильного бренда Hubwhale. Дима, спасибо тебе, с наступающим Новым годом. вас. И у нас предстоит много работы впереди. Итак, друзья, наш последний гость, как свежий принц из Беверли-Хиллз, Александр Батулин, прямиком из Кореи. Наш капитан PUBG. Привет, Саш. Приветствую. Как долетел? Нормально, 12 часов, но у меня был практически пустой ряд, поэтому я поспал. Немножко даже. поспал. Да. Слушай, я тебе скажу, если в прошлом году мне казалось, что история нашего Counter-Strike с флешпоинтом, да, победа и выход через открытую квалификацию, это была история некой Золушки, то в этом году PUBG для меня, ну, это абсолютный герой Virtus.pro. Я тебе расскажу немного предыстории с моей стороны. В этом году лично нам с тобой не часто доводилось пообщаться. Я знаю, что ты очень много с Мишей общался, с другими ребятами. Я помню конец 2020 года, это уже где-то 30-29 декабря, еду в машине, мне звонит Миша, он говорит: слушай, есть шикарная команда, PUBG, ребята, давай их подпишем. Я говорю: слушай, ну надо там подумать. Он говорит: нет, нам надо вот за день принять решение. Вы появляетесь, вы становитесь частью Virtus. У вас были отличные результаты в Northern Lights, если не ошибаюсь. И потом начинается турнир, вы едете с заменой. Это очевидный стресс для многих, ну да, потому что ты готовишься к одному, история другая, вы занимаете 7-е место, возвращаетесь, и тебе кажется: окей, ну это уже 7-е место чемпионата мира, ты одна из лучших команд, которая есть. Потом весь сезон вы пылесосите турниры, едете на новый турнир, топ-3, ну то есть
если ты мне скажешь, да, я так и ожидал, я тебе даже поверю. Но со стороны это выглядела какая-то магия, поэтому мне просто вот хотелось бы, я думаю, большинству болельщиков узнать вообще, как этот путь ты прошел, где у тебя были эти силы строить команду, не сдаваться. Вот расскажи немного своей, не знаю, внутренней какой-то магии, потому что ты объективный большой лидер, и тебя знает, ну, не только комьюнити PUBG, а намного больше людей. Спасибо большое за все эти слова. Касательно того, где брал силы, наверное, они появились тогда, когда я пришел в состав, да, то есть еще Northern Lights я пришел, я не был капитаном до этого никогда, вот, и я пообщался с ребятами, мы поиграли с ними буквально пару недель, и я понял, что вот с этим составом я готов вот идти до конца, и как бы мы вот дальше идем. Вот, поэтому мы набрали очень большую команду, у нас не только игроки, еще есть тренер, аналитик, менеджер, вот, и вот все вместе мы каждый день друг другу помогаем, и за счет этого вот состав держится очень долго, и у нас все получается. Насчет последнего результата, естественно, мы туда ехали, ну, то есть мы выиграли все турниры вообще возможные в Европе, мы туда ехали фаворитами, вот, и для нас было ожидаемо, что мы хорошо сыграем, хотя было очень сложно, потому что все-таки чемпион мира, я не знаю, как по мне, это что-то... Отдельный мир. Вот отдельный мир, да, то есть ты играешь в Европе, окей, все хорошо получается, видно, что ты сильнее всех. Там ты приезжаешь, и начинается жесть, потому что совершенно разные команды, новые, ты их ни разу не видел. Вот, но мы справились более-менее. Надеюсь, что в следующий раз еще лучше получится. Вот когда ты сталкиваешься с новыми командами, вот есть эта разница стиля игры, либо менталитета, который ты ощущаешь? Что в разных, ну, например, в Dota 100% есть разный стиль, в CS:GO, наверное, такой разницы нет, в PUBG. Да, хороший вопрос, 100% так и есть. То есть если в Европе, скажем так, балансированный стиль, все примерно одинаково играют, все готовы друг к другу, то ты приезжаешь туда, например, команды из азиатского региона — это просто агрессия с нулевой секунды, как бы вообще не думая. Вот, кажется, что у них вообще голова работает совершенно по-другому. То есть то, что для нас кажется вообще ненормальным, и ну, мы можем это сотворить, но вот по случайности или там вот обдумав очень долго, для них это просто пошел, поехал и играешь. Все просто с нулевой секунды. Америка то же самое, то есть все по-другому. Быстрый стиль? Да, то есть быстрый стиль, и к этому приходится привыкать, приходится это делать прямо на месте, вот, во время игр, потому что подготовиться к этому невозможно. Тут все совершенно по-разному, разные постоянно команды меняются, их очень много, ну и вот так вот и получается, да. Ну окей, ты приезжаешь на турнир, ты начинаешь играть. Какие-то игры там, допустим, не складывались, назовем это общим таким словом. Но остается вера в ваш стиль, либо ты говоришь, ребят, мы продолжаем нашим стилем, но надо очень быстро адаптироваться. Либо вы все-таки играете той стратегией, которую вот вы изначально готовили только вашим стилем, либо это какая-то гибридная история. Ну, естественно, мы играем в нашем стиле, потому что самая главная задача — это использовать свои лучшие стороны для того, чтобы переигрывать других. Но, скажем так, именно на чемпионате мира приходится адаптироваться, потому что если ты не адаптируешься, в разных лобби бывает совершенно разная игра, и наш стиль может вообще не подходить под это. И да, типа, чемпионат мира — это именно вот турнир об адаптации, всегда для нас. Оффлайновая история, она как-то меняет? То есть ты сидишь, и у тебя пульс иначе работает, либо такой, окей, в принципе, ну да, как дома. 100% меняет все, вся вот окружение. То есть ты в Корее находишься, вообще ничего похожего с Россией. Ты видишь всех игроков в упор перед собой. Десяток камер постоянно летает, на тебя смотрят, ну и все меняется. Хотя, как мне кажется, вот с опытом ты начинаешь как-то уже гораздо проще к этому относиться. Просто привычка вырабатывается со временем. Еще есть такой момент, мне кажется, он очень релевантен к твоей команде. У многих игроков бытует мнение, что прям в онлайне тренироваться, ну, как бы это невозможно. То есть, если ты хочешь хороший результат, на буткемп, на 3 месяца, вы там становитесь братюнями, там, ну, наигрываете что-то. Но при этом большинство сезонов вы провели не на тренировочной базе. Да, то есть в чем залог успеха, что вы не теряли нить как бы химии, стратегии, вы в онлайне это нарабатывали. То есть ты общаешься с телефоном, по телефону вы разбираете какую-то игру, да, в Дискорде, и ты уверен, что твой тиммейт не сидит на YouTube, не смотрит там какие-то ролики. Ну, тут все достаточно просто. То есть первое — это должна быть должная мотивация у каждого игрока. То есть если человек понимает, зачем он это делает, и он дома себя чувствует, как будто бы он на работе сидит, и вы, каждый из вас, понимаете, что как бы вы вот одна целая команда, и вы все друг за друга отвечаете,
то при должной мотивации вообще нет такого, что вот кто-то вот сидит там в YouTube, отдыхает, хотя другие работают. Это первое. Второе — это правильно выработанная система тренировок, да, то есть мы уже все знаем, что мы делаем, у нас нет никаких там вот недопониманий, и из-за этого процесс течет так, как надо для нас. Вот. Хотя я должен сказать, что вот именно когда ты видишь людей вживую, вы можете еще быстрее и лучше понимать друг друга, потому что вы можете просто подойти, нормально поговорить, чего вообще нельзя сделать в интернете, потому что ты не видишь эмоций человека, из-за этого немножко сложнее у вас идет коммуникация. Поэтому я бы так сказал, что на буткемпах в любом случае лучше, но если ты понимаешь, как надо дома, то и дома тоже неплохо получается. То есть ты не находишь причину, почему мы не смогли? Ты просто Нет, вообще адаптируешься и никогда, делаешь. нет, такого вообще никогда. Это, дорогие болельщики, это к теме тренировочного процесса в разных составах, потому что мы обсуждали, что в каждой игре, в каждой дисциплине есть свои нюансы. Я тебе задам еще один вопрос, и дальше мы проверим вопросы наших, твоих болельщиков, болельщиков команды. В топ-3 ты... вы сыграли хорошо, да, отлично. Вот ты прилетел, ты думаешь, как? В принципе, все, я в карьере много достиг, мне нормально, в принципе, если мы не выиграем следующий чемпионат мира, все окей. Либо ты такой, хорошо, заряжен, еще. То есть у тебя есть какое-то ощущение, что ты немножко расслабился. При этом я считаю, что когда ты займешь хорошее место, это нормально. Но вот какая у тебя мотивация? Она еще больше, либо ты себя похвалил, но надо еще достичь? Тут опять же все зависит от, наверное, игроков. То есть у меня так уж сложилось, что у меня команда просто работяги полные, да, и для них результат топ-3 это значит, не то, что мы хотели, нужно топ-1. Вот когда топ-1 мы получим, уже вот реальный топ-1, то есть выиграть чемпионат мира равно, грубо говоря, стать лучшей командой, да, вот, и ощущение такое, то есть мы сейчас отдыхаем, естественно, потому что без отдыха ты никогда не выиграешь чемпионат мира, ты перегоришь просто и все, закончится, да. Вот, мы сейчас отдыхаем и еще больше работаем, потому что мы понимаем, что, значит, мы уже были близки, нужно еще где-то... Еще чуть-чуть. Да, еще чуть-чуть, и вот топ-1, и уже тогда можно, как-то, не знаю, порадоваться, что ли, еще больше. У тебя супер профессиональный подход. Итак, твой носок. Так. Тебе нужно достать 5 вопросов, зачитать их, и потом из них выбрать лучшее. Так, окей. Погнали. Так, хороший вопрос первый. Кто больше всех ест в команде? В нашей команде больше всех ест, как бы странно это ни звучало, да, не я. Это наш 5-й игрок, тренер Хирузен. Он ест с утра до вечера. Вот, это его тема. Постоянно перекусы, что угодно. Вопрос хороший. Хирыч, привет. Это тебе. Так, мы куда его? Просто Давай, сюда, да? на стол его. Второй вопрос. Будут ли фан-встречи вашим составом в Москве? Сложный вопрос, потому что у нас 2 человека живут в Украине, вот, и очень сложно сейчас перевести их. Да, это Вот. не понаслышке. Поэтому, если когда-нибудь, то, конечно, все об этом узнают, и все это будет сделано. Вот, но с этим сложно. Так, есть ли какие-то у вас традиции перед играми? Было бы интересно услышать. Как таковых традиций нету, у нас есть просто, скажем так, план. Первое, мы, во-первых, собираемся в кружок все время и говорим друг другу, вот, что, ребята, просто расслабьтесь, сыграйте свою лучшую игру. Мы сюда приехали не просто побеждать, еще получать кайф от игры, поэтому это у нас такой важный, грубо говоря, момент. И вы его всегда проговариваете. Практически, да, стараемся как можно чаще это делать. Вот. И еще мы обсуждаем, у нас есть стратегия, и мы перед каждой игрой просто ее обсуждаем, что мы должны вот это выполнять, чтобы никто не забывал. Только у вас абсолютно прагматичный подход, только обсуждение игры, либо есть что-то личное? Лично еще есть, да, обязательно перед финалом съесть рибай стейк. Это моя на удачу, вот, поэтому, да, это очень важно для меня. Well done или... Не, медиум. Хорошо. Давай тогда следующий вопрос из носка. Так. Ого. Так, что бы вы делали, кем бы вы были, работали или на кого учились, если бы про-сцены не было на PUBG? Окей, очень интересный вопрос. Сложно представить даже на самом деле.
Я изначально очень много смотрел доту, да, то есть я прям следил за всеми проигроками, и возможно было бы так, что я просто был бы дотером, например, да. Вот. Про остальных ребят, конечно, сложно ответить, вот, но, наверное, да. Либо, может быть, стримил, я не знаю точно. Ну, допустим, это не киберспорт. Ты, не Допустим. знаю, вино бы производил. Вообще, я даже не представляю себя без киберспорта, потому что я с 15 лет вот только в этом. Да, то есть, ну, не знаю, может, путешествовал бы и там бы что-нибудь... Подснимал блоги. Ресторан бы себе сделал, потому что я люблю тоже покушать, как бы, да. Думаю, ресторан бы сделал. Окей, значит, дота для ресторана. Да. Договорились. Давай следующий вопрос. Так. Последний, да, у нас? Киберспорт в PUBG. Когда сможет конкурировать с Дотой и КС? Хорошо. И что для этого нужно? Как ты видишь развитие PUBG для достижения этой цели? На самом деле вопрос несложный, да, и он нормальный, вот, потому что любой пабгер бы хотел, чтобы были такие же там просмотры, как в Доте или КС. Думаю, что все достаточно просто. Мы это передадим ответ потом издателю, поэтому да, сделаем. Самое простое — это просто слушать свои команды киберспортивные, да, то есть коммуницировать как можно больше вот именно этим, как сказать, разработчикам и и также и игроков слушать, да, то есть чем больше коммуникации, тем больше, скажем так, главные ребята понимают, что хотят именно люди, да, то есть во что им нравится играть, что им нравится смотреть, вот, добавлять скины команд, чтобы люди могли поддерживать. Все в этом роде, и думаю, тогда можно будет потихонечку, помаленечку. Конечно, до КС вообще далеко, он там как бы Да, самая он- стабильная дисциплина вообще в истории. Ну вот, но Окей, скины, у меня магическая палочка Деда Мороза. Что бы еще? Такие две вещи мне надо было бы накастовать. так, скины. Я бы сказал ставки, чтобы... Да, как бы, потому что я знаю, наверное, вот большую часть людей, которые смотрят за киберспортом, им интересно смотреть матч тогда, когда они могут поставить. Матч, да? То есть как бы это ни было, это именно так и работает. Последнее, что можно сказать, последнее. Вот людей выпускать на турниры. Мне кажется, когда самые лучшие турниры были тогда, когда было зрители, вот, и когда будут ланы с большим количеством зрителей, это, для других это тоже интересно. Что И- другие эмоции, Да. ты заряжаешься, Да. и тебе играть хочется потом больше. Вот самый лучший турнир в истории это был Кубок мира, именно мира как нации, да, то есть когда Россия победила. Ну, то есть все об этом говорят, и игроки, и зрители, я думаю, что это очень важно. Услышал. Давай тогда выбирать, кого мы отправляем в супер носок, и у тебя есть право выбрать 2 вопроса, а остальным 3 мы выдадим другие призы. Хорошо. Ну вот я думаю, что вот эти вот 2 как раз-таки, они такие длинные, интересные, и на самом деле самые развернутые ответы можно было дать именно на вот эти вопросы. Поэтому я думаю, что вот эти 2. Давай тогда, я их отправляю в супер носок. У нас есть еще 3 вопроса, да, которые ты выбрал. Но надо выбрать человека, кому ты не хочешь дарить подарок. Не то, что ты хочешь выбрать 2, кому хочешь, а того, кому ты не хочешь дарить. Тут, конечно, сложно так выбрать. Я бы просто сказал бы, что вот эти вот 2 вопроса, они прям по теме, да, то есть вот было очень интересно на них отвечать. Вот это, к сожалению, то есть маловероятен. фан-встречу. Да, поэтому... Это на Virtus.pro, поэтому это не вопрос к Саше. Если мы все сможем организовать, вы встретитесь с командой. Тогда я забираю вопрос про кто больше всех есть в команде и какие у вас традиции перед играми. Эти победители получают сертификат от Сбермаркета на 1000 рублей, депозит от париматч на пополнение на 1000 рублей в эквиваленте валюты вашего региона, а также бреллоки от нашего автомобильного партнера Havail. Саша, спасибо тебе за шикарный результат, классный вайб. Отдыхай, набирайся сил и ждем новых игр в следующем сезоне. С наступающим тебя. Спасибо. Итак, в носке находятся наши победители суперпризов. И сейчас я беру на себя роль вытянуть победителей и узнать, кому уходит какой из наших призов. Итак, для чистоты эксперимента я мешаю. Как и с кем будешь отмечать Новый год? Марис Интро получает от бренда Havail фирменное худи. Идем дальше. Сейчас мы узнаем, кому достанется Квадкаст.
Илья Глушко с вопросом про Virtus.pro Prodigy получает квадкаст от нашего партнера HyperX. Так. Сергей Сафронов. Какие цели вы ставите перед собой на следующий сезон? Забирает новый DDR4. Поздравляем. Мэдмен с вопросом про, насколько красивый котик, забирает себе новый SSD на 2 терабайта. Я уверен, теперь там будет фотографий котиков еще больше. Поздравляем. Последние 2 приза. Портативный SSD получает Олег Потоцкий. Что бы вы делали, кем бы были, работали и на кого учились, если бы не занимались киберспортом? Он забирает еще один подарок от нашего партнера компании Kingston. И последний приз уходит человеку с вопросом, который... Ура! Киберспорт в PUBG когда сможет конкурировать с Dota и CS? Ануфриев Андрей, поздравляю с этим призом, с наступающим Новым годом. Спасибо всем нашим болельщикам, тех, кто участвовал и болел. Ваши призы едут к вам. Итак, все итоги подведены, вопросы получили свои ответы, и время пришло прощаться до следующего сезона. Болейте за нас, поддерживайте нас, а мы постараемся радовать вас новыми победами. С наступающим новым сезоном! С Новым годом!